Михаил Мозг. Как не стать банкротом? Текст читает Игорь Гмыза. Введение. Это всего лишь предисловие к пути, который вам предстоит пройти. Представьте, что вы стоите на пороге большого зала, освещенного ярким светом неизвестного источника. Стены здесь покрыты тонкими нитями сюжетов, историй, попыток и ошибок, сплетенных в узор. Каждая нить — чей-то опыт, чья-то ошибка или победа, чьи-то слезы и надежды. Вы еще не вошли внутрь, а уже чувствуете, это пространство хранит больше, чем кажется на первый взгляд. Зачем вы пришли сюда? Возможно, ищете ответы на вопросы, которые стали слишком громкими, чтобы их игнорировать. Или пытаетесь найти силы двигаться дальше, когда путь кажется запутанным и наполненным двусмысленностями. А может, вам просто интересно заглянуть за завесу, снять верхний слой общепринятых представлений и посмотреть, что прячется глубже. Здесь не будет четких и однозначных инструкций, как жить или строить бизнес, как любить или избегать боли. Но среди строк вы, возможно, уловите понимание, то, что осветит ваш дальнейший путь и придаст уверенности в своих шагах. Этот труд не учебник и не энциклопедия. Он ближе к собранию наблюдений, предостережений и прозрений, к полифонии голосов, звучащих из разных эпох и контекстов. Мир меняется с пугающей скоростью. Представьте себе реку времени, в которой плывут миллиарды данных, решений, свершений и ошибок. Информация, которая еще вчера казалась редкой и ценной, сегодня льется через край, захлестывает сознание потоками. Отличить правду от вымысла, золотое зерно от шелухи становится все сложнее. Но разве вы пришли за простыми задачами? Великие открытия не рождаются на гладких дорогах. Напротив, им нужен тернистый путь, проверка на прочность и способность не отшатнуться перед хаосом. Возможно, вы уже почувствовали этот переход. Еще недавно было достаточно прочесть пару статей, посоветоваться с опытным наставником, и у вас появилось ясное направление. Теперь же консультации превращаются в диалог с искусственным интеллектом, анализ рынков в сверку с бесчисленными алгоритмами, а принятие решений в баланс между логикой и интуицией, доводами разума и голосом сердца. Но стоит ли бояться этой сложной комбинации? Ведь именно в такой среде рождается нечто поистине новое. Там, где простые схемы перестают работать, открывается пространство для творчества, для появления свежих идей и отважных решений. Вы можете ощущать легкую тревогу. В конце концов, какие гарантии того, что вы не заблудитесь? Гарантий нет. Но всякий достойный путь — это всегда риск. Вечные повторения убивают вдохновение. Этот текст и книга в целом не обещают избавить вас от ошибок. Более того, они подскажут, что ошибки не враги, а учителя. Порой самый болезненный опыт становится ключом к прозрению. Столкнувшись с предательством, финансовым крахом или несправедливостью, вы можете сдаться или же использовать этот опыт как топливо для роста. Представьте себе мастера, совершенствующего свое ремесло годами. Он провел тысячи часов практики, изучил сотни техник, выслушал мнения десятков наставников. Иногда ему казалось, что он достиг предела, что дальше уже некуда. И вдруг, незаметно и без пафоса, приходит понимание, что пределы были иллюзией.
всегда есть еще один поворот мысли, еще одна глубина понимания, еще одна идея, готовая вспыхнуть в сознании, словно метеор в ночном небе. Именно в этот момент вы поймете, что нужное время и место — это не столько внешние координаты, сколько состояние ума. Вы можете оказаться в пустой комнате и вдруг осознать: «Вот он, мой шанс». Или стоять на переполненной конференции среди гомона голосов и вспышек камер и почувствовать, как в вашей голове сформировался ответ, о котором вы давно мечтали. Иногда нужно рискнуть, сделать шаг вперед, несмотря на туман. Иногда важно остановиться, дать сознанию остыть и переосмыслить пройденное. Эта книга не советчик в буквальном смысле слова. Она скорее компас, показывающий направление, но не диктующий маршрут. Здесь вы обнаружите россыпь мыслей, намеков, историй. Не все они будут понятны сразу. Некоторые могут показаться странными или избыточными. Но со временем, переслушав их через призму собственного опыта, вы найдете новые смыслы. Как археолог, снимаемый слой за слоем, пока не докопается до артефакта, восхищенного и скучающего своей древней мудростью. Не ждите простых формул успеха. Этот путь похож на алхимию. Вы смешиваете ингредиенты, опыт, знания, интуицию, характер, время, место и надеетесь получить золото. Может статься, что сначала получите дым и копоть, но не спешите уходить. Настоящие трансформации требуют терпения и настойчивости. И когда вы, наконец, увидите отблеск золота, поймете, что все было не зря. Вас ждет путешествие по страницам, где рациональность переплетается с мистикой интуиции, где анализ событий идет рука об руку с принятием собственных ограничений, где искусственный интеллект становится союзником, а человеческая мудрость — направляющей силой. Возможно, где-то в глубине этой книги вы найдете подсказку, которая станет тем самым ключом к вашим личным вызовам. Или наоборот, убедитесь, что вам нужно идти против всего услышанного, выбирая свой путь наперекор советам. И это тоже будет верным решением, если оно созвучно вашей сути. Вот мы стоим на пороге. Двери открыты, внутренний свет зала падает на вашу фигуру. Слышите ли вы дальний шепот? Это голоса тех, кто шел до вас, тех, кто падал и поднимался снова. Они не прикажут вам, они лишь намекнут. А выбор всегда остается за вами. Время вступить в этот зал настало. Пора сделать вдох, собрать волю и шагнуть вперед. Пройдитесь по коридорам этой книги. Позвольте ей стать спутником, советчиком или противником. Но главное — не бойтесь. Ведь всякий путь начинается с любопытства. И кто знает, быть может, именно здесь и сейчас вы ощутите ту самую искру, что озарит ваш собственный звездный час. Глава 1. Успех. Свет и тени большого бизнеса. Те, кто достаточно безумны, чтобы думать, что они могут изменить мир, это те, кто в итоге его меняют. Стив Джобс. Морозный рассвет над Торонто встретил меня тихим хрустальным звоном, наполненным почти эфемерной аурой надежды. Я стоял у окна своей небольшой квартиры, разглядывая, как первые лучи солнца преломляются в стеклянных фасадах высотных зданий. Этот день был итогом долгих лет напряженной работы, бесконечных переговоров, оформления документов, тщательных юридических согласований.
Теперь на кону стояла сделка в 10 миллионов долларов США, которая могла вывести мой стартап на совершенно новый уровень. Внутри бушевала смесь дрожащего восторга и интуитивной уверенности. Казалось, мир наконец-то признал мои амбиции, а мечты становились реальностью. Но чем ближе был этот момент, тем яснее я понимал. Деньги — это не просто цифры на счету. Богатство и высокий статус, достигнутые нечестными методами, для меня не более чем плывущие облака. Конфуций. Они — отражение воли, этической целостности и искренней репутации тех, кто их инвестирует. Первый инвестор подобен генетическому коду моей компании. Он задает траекторию развития, влияет на дальнейшие раунды инвестиций и даже выход на IPO. Я не мог позволить себе взять средства от сомнительных лиц. Инвесторы, гонящиеся за быстрой прибылью, зачастую не интересуются вашей идеей. Их волнует лишь моментальная выгода и потенциал быстрой перепродажи, без глубокого понимания подлинной ценности. Во время тюльпаномании в Нидерландах XVII века многие спекулянты, движимые жадностью, игнорировали фундаментальную сущность товара. Тем более, если речь идет о криминальных схемах, отмыве денег или попытках переложить на основателя весь груз незаконных операций. Мне было ясно, что нельзя брать деньги от кого попало. Слишком много на рынке «инвесторов», в кавычках, гоняющихся лишь за быстрой прибылью или, еще хуже, использующих стартапы как оболочку для отмывания средств. Глобальный финансовый кризис 2008 года вскрыл многочисленные схемы, где отсутствие прозрачности, справедливости и ответственности вело к катастрофическим последствиям. Я слышал истории о махинаторах вроде тех, что действовали из тюрем Флориды, выманивая деньги у доверчивых предпринимателей. Всемирно известные аферисты, такие как Скотт Ротстайн, в 2009 году адвокат из Флориды, был изобличен в организации пирамидальной схемы на 1,2 миллиарда, и это привело к его приговору к 50 годам тюрьмы. Или Бернарду Мейдофу. В начале 2000-х годов мошенник организовал схемы Понци. Действуя в обстановке, казавшейся вполне легитимными, создавали целые системы для отмыва миллиардов долларов, прячась за фасадом легального бизнеса. Я не хотел оказаться в их ловушках. Мне нужна была аутентичная основа для роста, основанная на доверии, взаимоуважении и искренней репутации. Я вспоминал слова Альберта Эйнштейна. Человек, который никогда не совершал ошибок, никогда не пробовал ничего нового. Предпринимательство — риск, но хотелось, чтобы мои ошибки не стали фатальными. Ведь неправильно выбранный инвестор может стоить не только денег, но и репутации, свободы, а порой и жизни. Братья Райт совершили множество попыток до того, как в 1903 году осуществили первый полет с мотором, доказывая, что инновации часто требуют мужественного преодоления, решимости и веры в идею. У меня уже был опыт странных предложений. Лондонские частные лица, скрывающие свои имена, богатые семьи из Италии, которые гарантировали крупные суммы. Поначалу такие обещания звучат соблазнительно, но быстро становятся подозрительными. Стоило лишь чуть глубже копнуть, как выяснилось, что они ждут от меня абсурдных предоплат, стремятся заставить меня прилететь в сомнительные места или перевести средства на юридические процедуры, не предоставляя прозрачных подтверждений. Все выглядело как ловушка. Лесть, пустые обещания, давление времени, лишенные искренней сути и этического фундамента. Я ощутил когнитивный диссонанс, возникший из-за отсутствия подлинной ценности за этими фасадами.
Поэтому я сделал осознанный выбор. Работать лишь с известными и проверенными инвесторами, чья репутация говорила о подлинности, ответственности и стремлении к взаимной выгоде, основанной на справедливых принципах. Я перепроверял каждую деталь. Публикации в СМИ, LinkedIn-страницы сотрудников, телефонные линии поддержки. И вот, казалось, удача мне улыбнулась. Крупный инвестиционный банк с уважаемой репутацией был готов войти в мой проект. Bank of Montreal, основанный в 1817 году, является одним из старейших банков Канады и важным институтом в финансовой системе Северной Америки, был вовлечен в процедуру валидации инвестора. При поступлении крупной суммы на счет новой компании банк обязан проверить ее источник, обеспечивая прозрачность, безопасность, защиту, что не позволит никому стать марионеткой криминальных схем. Конечно, даже в такой сделке есть мелкие издержки. Около $1000 США — обычная практика для покрытия командировок, отелей, юридических моментов. В современной стартап-экосистеме с ее постоянно эволюционирующей культурой основатели часто несут расход на поездки и юридические услуги, что стало нормой с появлением технологических центров по всему миру с 1990-х годов. Я заплатил эту сумму и созвонился с представителем инвесторов, который уверил, что все идет по плану. Завтра я должен был получить перевод. Мне предстояло оплатить юридические услуги примерно на $20 000 США. Сумма немаленькая, но вполне нормальная для США. Другие фонды порой запрашивают и 70 000, что казалось чрезмерным, но я ценил ясность, равновесие и обоснованность своего решения. Когда я вновь созвонился с ответственным за сделку, он подтвердил, что все идет по плану. Создание компании, открытие банковского счета, правовая экспертиза — все это не делается даром. Когда я созвонился с ответственным за сделку, он подтвердил, что все идет по плану. Я почувствовал, как напряжение чуть отпускает, как будто мой внутренний компас целостности указывал на правильный путь. Скоро миллионы должны поступить на мой счет. Однако в мире бизнеса день, обещающий успех, может обернуться катастрофой на следующий же рассвет. Утром, сделав себе кофе, я с волнением и трепетным предвкушением проверил свой банковский счет. Денег не было. Я позвонил в банк. Мне не сообщили ничего конкретного, намекнули на задержки. Я попытался связаться с представителем инвесторов, лишь гудки в трубке, без ответа. Сердце сжалось. Я сделал несколько попыток позвонить еще раз, затем связался с инвестиционным фондом. Линии были перегружены, ожидание длилось мучительно долго. Во мне нарастал страх. Что, если меня обманули? В груди прокралось беспокойство. Под ребрами появилось неприятное ощущение холода. Тревога нарастала, как снеговая лавина. В голове всплывали истории о мошенниках, действующих из тюремных камер, связанных с мафиозными структурами, о громких аферах вроде махинаций Понци. Преступники могут создавать столь правдоподобный фасад, что даже опытные предприниматели попадаются на крючок. Помня о таких примерах, я осознал — нельзя медлить. Я позвонил в свой банк и потребовал остановить платеж. Но банк сообщил, что средства уже ушли, и отменить транзакцию невозможно. Тогда я связался с банком Capital One, куда были переведены деньги, надеясь на их службу безопасности. Меня долго допрашивали, просили документы. Началась изнурительная, но необходимая бумажная волокита, требующая стойкости, терпения и упорства. Я тратил дни, недели, отстаивая свою правоту. Нервы были на пределе.
Но я не сдался. Это была борьба за мою мечту, мою репутацию, мою самоценность. Спустя месяц кропотливой переписки и проверок деньги вернулись ко мне. Я потерял 2 месяца времени, много нервов, около $1000 США и иллюзию легкости, но сохранил гораздо больше. Свою свободу, целостность, перспективы и глубокое понимание сущности бизнеса. Позже со мной связался агент ФБР. Он рассказал, что я столкнулся с частью крупной мафиозной схемы, руководимой прямо из тюремных стен во Флориде. Мне повезло выбраться из ловушки с минимальными потерями. Другие люди теряли десятки, сотни тысяч долларов, увязая в уголовных делах и судебных процессах, длившихся годами. Я извлек важный урок. Нужно доверять своей интуиции и не бояться тщательных проверок, включая критическое мышление. Проверять нужно все, от прохождения средств до репутации инвесторов. Успех не окончателен, неудача не фатальна, важна смелость продолжать, вспоминал я слова Уинстона Черчилля, вновь обретя мужество, уверенность и стойкость для дальнейшего пути. Бизнес — это не только цифры и сделки, но и умение нести груз ответственности с честностью. Как говорила Лена Хорн, не груз ломает вас, а то, как вы его несете. Я понял, что в мире предпринимательства успех — это не только сумма на счету, но и умение вовремя отступить, когда сделка вызывает сомнения, проявить хладнокровие, взвешенность и принципиальность. Я осознал, что шестое чувство — это не мистика, а интуитивная реакция, основанная на синтезе жизненного опыта, анализе фактов и наблюдений. Оно спасло меня от куда более тяжелых последствий. Многие успешные инвесторы, в том числе Уоррен Баффет, приписывают свою интуицию опыту, анализу данных и распознаванию закономерностей, накопленных за десятилетия. Тот, кто знает других, мудр. Тот, кто знает себя, просветлен. Лао Цзы. Этот эпизод стал для меня обрядом посвящения. Я увидел, что за красивой оберткой сделки в $10 миллионов могут скрываться ловушки. Но я также понял, насколько важно уметь вовремя дать задний ход, задать неудобный вопрос, требовать прозрачности. В мире предпринимательства, где информация летит со скоростью света, а мошенники все изобретательнее, критическое мышление — ваш лучший друг. В 1978 году кейс-метод Гарвардской школы бизнеса получил широкое признание, обучая критическому мышлению и решению проблем. Факты, в конце концов, упрямая вещь, как сказал однажды Джон Адамс. Опираясь на проверенную информацию, мы снижаем вероятность попасть в ловушку. Эмоции вдохновляют, но в решающий момент важно сохранить равновесие, не поддаваться иллюзиям. Если возможность кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой, сделайте шаг назад, проверьте документы, обратитесь к юристу, аналитикам, коллегам. В 1637 году лопнула тюльпаномания в Нидерландах. Один из первых зафиксированных спекулятивных пузырей, широко упоминаемый в экономической истории как предостерегающий пример. Старая инвестиционная поговорка «если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, скорее всего, так и есть», десятилетиями упоминается в финансовой литературе, предостерегая инвесторов от нечестных предложений. Если после проверок все в порядке, прекрасно. Если нет, вы избежали катастрофы. Поведенческая экономика, развитая в конце XX века учеными, такими как Дэниел Канеман, показала, что эмоции сильно влияют на финансовые решения, часто приводя к предубеждениям. Действуйте так, будто ваши поступки имеют значение. Они действительно имеют, напомнил бы нам Уильям Джеймс.
Каждое принятое решение формирует наш деловой стиль, репутацию и будущее. Да, в тот момент я не получил мгновенно 10 миллионов, но я сохранил принципы, достоинства и не стал инструментом для отмыва денег. Теперь я знаю, что настоящий успех — это не просто деньги на счету. Это способность спать с ясной совестью, знать, что твой бизнес строится на прозрачности, честности и взаимном уважении. Отныне я стал еще более внимательным. Я понял, что без серьезной юридической базы, без правильной юрисдикции, без прозрачной структуры и нравственных принципов бизнеса вы рискуете попасть в сети аферистов. В моем случае система банковской безопасности и мое собственное недоверие к чересчур радужным обещаниям помогли избежать катастрофы. Порой именно такие кризисные ситуации становятся ритуалом перехода к новому этапу профессионализма. И хотя я потерял время и нервы, я приобрел опыт и мудрость, позволяющие идти вперед с уверенностью и внутренней силой. Оглядываясь назад, я не жалею о случившемся. Эта история научила меня внимательности, осторожности и умению не поддаваться панике. Как сказал Тони Роббинс, единственное невозможное путешествие — это то, которое вы никогда не начинаете. Я уже начал свой путь предпринимателя и не собирался сворачивать. Просто теперь я иду по этой дороге, четко различая тени и свет, с пониманием, что за блестящими обещаниями порой скрываются хищники. Но имея опыт, осторожность и настойчивость, можно продолжать двигаться вперед, сохранив ясную совесть, здравый смысл и веру в себя. Только когда люди отказываются сдаваться, они достигают успеха. Мэн Цзи. От иллюзий к проверенным фактам. Первое. Тщательная проверка инвесторов. Важность. Обеспечивает сотрудничество только с надежными партнерами, разделяющими ваши принципы и соответствующими высоким стандартам деловой этики. Пример. Перед подписанием договора проверьте репутацию инвестора через независимые банковские базы данных, деловые сети, LinkedIn, авторитетные СМИ и специализированные платформы, чтобы убедиться в его добросовестности. Второе. Осторожность с авансовыми платежами. Важность. Предотвращает попадание в мошеннические схемы, предполагающие необоснованные предоплаты. Пример. Если инвестор настаивает на значительном авансе за юридические услуги без четкой документации, приостановите переговоры, обратитесь к юристу и будьте внимательны к ложным гарантиям или поддельным документам. Третье. Прозрачная документация и соответствие нормам. Важность. Повышает уровень доверия и обеспечивает юридическую защиту при спорах или проверках. Пример. Ведите подробный письменный учет всех договоренностей и транзакций. Храните резервные копии документов и следите за соблюдением действующих законов и международных стандартов. Четвертое. Сотрудничество с авторитетными организациями. Важность. Снижает риск, обеспечивая доступ к компетентной проверке источника средств и строгому соблюдению комплаенс-требований. Пример. Выберите банк с безупречной репутацией и проверенными стандартами KYC, AML, учитывая историю его деятельности, сертификации и отзывы профессионального сообщества. Пятое. Консультации с юридическими и финансовыми экспертами. Важность. Помогает выявить уязвимые места в контрактах, обеспечить прозрачность условий и защитить интересы компании. Пример. Привлеките финансового консультанта для анализа условий сделки и корпоративного юриста с подтвержденной экспертизой,
чтобы избежать скрытых рисков. Шестое. Доверие интуиции и повторная проверка. Важность. Служит дополнительным фильтром при подозрительно выгодных сделках или сжатых сроках. Пример. Если предложение кажется нереалистичным, сделайте паузу, запросите дополнительные гарантии и получите независимую оценку от стороннего эксперта, обращая внимание на отказ от полной информации или давление в переговорах. Седьмое. Профессиональная сеть и обмен опытом. Важность. Позволяет учиться на чужих ошибках, распознавать типичные мошеннические схемы и укреплять навыки противодействия рискам. Пример. Посещайте отраслевые форумы, общайтесь с менторами, уже сталкивающимися с мошенничеством. Восьмое. Постоянная адаптация и совершенствование процедур. Важность. Обеспечивает устойчивость компании перед новыми вызовами и меняющимися условиями рынка. Пример. Регулярно обновляйте критерии due diligence, обучайте персонал выявлять нарушения, следите за изменениями в законодательстве и применяйте новые методики противодействия мошенничеству. Девятое. Четкие критерии отказа и применение KYC, AML. Важность. Исключает затраты времени и ресурсов на рискованные сделки. Обеспечивает строгий отбор партнеров. Пример. Прекращайте переговоры, если инвестор скрывает происхождение средств. Применяйте инструменты KYC, AML для глубокой проверки контрагентов. Десятое. План реагирования на инциденты. Важность. Позволяет быстро и эффективно действовать при выявлении мошенничества, минимизируя ущерб и задержки. Пример. Разработайте четкий пошаговый план. Определите ответственных, подготовьте необходимые документы для блокировки транзакций, создайте шаблоны уведомлений для заинтересованных сторон и регулярно тестируйте план для повышения его эффективности. Глава 2. Я банкрот. Иллюзии инвестиций. Признаком образованного ума является способность рассматривать мысль, не принимая ее на веру. Аристотель. Первое письмо от инвестиционного фонда я получил на почту. Все выглядело обыденно. Вежливые обращения, ссылка на их сайт, предложение обсудить мой проект Job Mart Online. Но, будучи на тот момент старшим инженером, а впоследствии став техническим директором СТО, я уже знал. Кликать по сомнительной ссылке из письма все равно, что войти в незапертую дверь в темном переулке. Фишинговые сайты, тщательно копирующие крупные организации, самый распространенный способ кражи личных данных. Банковские пароли, сведения о личной почте, доступ к важным конфиденциальным документам — все это может попасть в руки мошенников. И риск здесь не только для меня. Это затрагивает мою семью, детей, родственников. Получив эти данные, преступники могут шантажировать, запугивать, играть на чувствах точно так же, как грамотный маркетинг склоняет нас к покупке ненужных товаров и услуг. Разница лишь в цели — лишить вас безопасности и ресурсов. В 2017 году масштабная фишинговая атака, замаскированная под приглашение в Google Docs, нацелилась на миллионы пользователей Gmail по всему миру, вынудив Google выпустить срочные предупреждения о безопасности. В 2020 году интернет-центр жалоб на преступления при ФБР сообщил, что фишинг был одним из самых распространенных методов, используемых киберпреступниками для кражи личных данных.
Согласно отчету ФБР о киберпреступности за 2020 год, в том году было подано более 791 790 жалоб, что отражает распространенность онлайн-мошенничества во всем мире. В 2017 году утечка данных из Equifax поставила под угрозу конфиденциальную информацию более 147 миллионов американцев, затронув не только отдельных лиц, но и целые семьи и домохозяйства, подорвав их чувство доверия и стабильность. Когда становится очевидно, что цели нельзя достичь, не меняя самой цели, измени свои действия. Конфуций. Осознав риски, я решил проверить эту организацию. Вбил название в поисковик, опираясь на внутреннюю ясность и проницательность. На первый взгляд она казалась солидной. Офисы в разных странах, международная компания, большой штат сотрудников. Их сайты были в разных доменных зонах — .com, .co, .us и прочие. К 2010 годам число доменных зон значительно расширилось за пределы .com, включая сотни вариантов, что упростило как для легальных компаний, так и мошенников, обладающих пугающей изобретательностью, создание международного облика. Человек, написавший мне, использовал один из таких доменов. Я обнаружил, что сайт легко гуглится, существует уже давно, а не появился вчера. Тексты, шрифты, дизайн, онлайн-вход и регистрация — все выглядело настолько правдоподобно, будто передо мной реальная инвестиционная фирма, создающая иллюзию подлинности. Раньше мошенники так не заморачивались. Но, как мне позже сообщили, это была высокотехнологичная мафиозная сеть, действующая по всему миру. Они выдавали себя за легальный бизнес, обманывали компании и юридические конторы. Обычному стартаперу, особенно неопытному, сложно выведать такие уловки. В 2025 году масштаб подобных схем только вырос. Мой случай был не делом одиночных хакеров, а спланированной и хорошо организованной преступной группировки. Я чувствовал странное покалывание в затылке, будто кто-то внимательно наблюдает за каждым моим шагом, нарушая мое ощущение осознанности и согласованности с реальностью. Единственная истинная мудрость в осознании собственного незнания. Сократ. После проверки сайта я начал изучать профиль человека, с которым вел переписку. У него был LinkedIn. Имя фигурировало в новостях, имелись даже фотографии. Это была женщина средних лет, формально глава одного из инвестиционных направлений. Я позвонил по телефону, номер совпал с регионом Делавера, штата, известного регистрацией множества компаний. Илон Маск тоже использует Делавер для своих фирм. В начале 21 века более 60% компаний из списка Fortune 500 были зарегистрированы в Делавере, который привлекает их своими благоприятными для бизнеса корпоративными законами. У них работали горячие линии, операторы переключали звонки, создавая полную иллюзию легального бизнеса. Все казалось настолько подлинным, что у меня возникло странное чувство тревожного восхищения. Насколько изощренно эти люди построили легенду, играя на человеческом любопытстве и надежде. Но позже выяснилось, мафия просто клонировала личность реального человека, зарегистрировала личные телефоны под ее именем. На звонки отвечали живые люди, могли переводить на других сотрудников офиса, способные имитировать искренность и доверие. Я, к сожалению, не проверил другие горячие линии. Мне казалось, и этого достаточно. Лишь потом мне сообщили, что я не первый, кто ищет эту женщину. Она действительно существует, но не имеет отношения к инвестициям. Или же имеет? Неизвестно.
Подозрение росло, словно холодный ком в груди, нарушая мою уравновешенность. Я долго думал над сделкой. Сначала мне предложили $3 миллиона инвестиций, что было намного меньше ожидаемых 15 миллионов. В 2018 году средний объем финансирования раунда серии A в США превысил 11 миллионов, отражая готовность инвесторов вкладывать существенный капитал в ранние стартапы. Мне нужно было серьезно масштабировать проект, прожить на эти средства 3 года и выйти на международный рынок, что требовало силы духа и умения сохранять рациональность. В 2025 году найти такие суммы для стартапа сложнее, чем еще несколько лет назад. После различных экономических спадов инвесторы обычно становятся более осторожными, что затрудняет получение крупных инвестиций для стартапов в периоды неопределенности. Они упорно торговались со мной неделями. Какой мошенник станет так старательно работать? Преступники обычно стремятся к быстрой наживе. Но эта группа действовала иначе. Некоторые преступные синдикаты, как те, что участвовали в финансовых аферах якудза в Японии в 1990-х годах, применяли долгосрочные подходы к мошенничеству. Возможно, они хотели получить не просто разовый платеж, а доступ к корпоративным тайнам, номерам счетов, секретной информации, чтобы позже взять кредиты или оформить долги на мое имя. Я предусмотрительно оговорил, что предоставлю подобные данные лишь после поступления инвестиций на мой счет и только после полной проверки доверенного адвоката. Это их не остановило. Они продолжали игру, подогревая атмосферу кажущейся легальности. Через месяц мы согласовали условия. 10 миллионов за 35% акций компании. Еще 10 дней ушло на подписание всех договоров. В документах я настоял на жестких условиях. Акции передаются только после перечисления денег. Инвесторы не имеют права голоса, не могут выступать от лица компании без моей подписи, а также множество других пунктов, защищающих меня. В реальном венчурном мире это редкость. Инвесторы хотят минимизировать свои риски и обычно требуют более выгодных условий для себя. Согласно опросу Национальной ассоциации венчурного капитала США за 2010 год, большинство венчурных сделок предоставляли инвесторам определенные права управления и места в совете директоров для защиты их интересов. Многие стартаперы в 2025 году, увидав большие суммы, теряют бдительность, теряя осторожность и забывая об этике. Готовы отдать долю за 500 тысяч или миллион, радуясь любой поддержке. Так они становятся идеальной мишенью для мошенников. Мошенники часто нацеливаются на молодые компании, не имеющие достаточного опыта. Согласно мировым опросам о мошенничестве, неопытные основатели более уязвимы для обмана. Законы о банкротстве США, восходящие к закону о банкротстве 1898 года, позволяют кредиторам взыскивать активы при неудаче бизнеса, потенциально оставляя предпринимателей банкротами. Но у меня, казалось, все под контролем. Я выставлял такие жесткие условия, с которыми настоящие инвесторы вряд ли бы согласились без долгих проверок. Однако мои инвесторы тяжело шли на уступки, пытаясь выглядеть как законный, уважаемый бизнес, превращаясь в ложную почтительность и честность. Мудрый человек соизмеряет свою веру с доказательствами. Дэвид Юм. Чтобы избежать онлайн-ловушек, я настаивал на личном контакте. Никаких виртуальных подписаний. Встреча в банке, на ней присутствуют представители финансового института, подтверждающие легальность сделки.
Я не стал нанимать адвокатов, решив сэкономить $5000, но считал, что банковского контроля будет достаточно. Юридические эксперты, в том числе связанные с Американской ассоциацией юристов, постоянно подчеркивают важность профессиональной юридической проверки при сложных контрактах. Пахло легкой самоуверенностью. Настоящие мошенники могут работать как блестящий, сверхлегальный бизнес, где каждая деталь отточена до совершенства. Я знал, что существует сотни фильмов, книг, статей о подобных махинациях, но надеялся, что меня, человека с опытом и пониманием технологий, не так-то просто обвести вокруг пальца. Фильмы, такие как «Волк с Уолл-стрит» 2013 год и книги, например, «Bad Blood» 2018, освещают реальные финансовые аферы и корпоративное мошенничество. Сомнение — источник мудрости. Рене Декарт. Дальнейшее вы знаете из предыдущей главы. Меня, такого дотошного руководителя, в итоге обманули. Не сделали банкротом, не украли деньги, но заставили нервничать, потратив уйму времени и энергии. Агент ФБР, с которым я впоследствии говорил, сказал, что случаев подобных мошеннических схем тысячи. Многие стартапы действительно становятся банкротами, попадаются на удочку махинаторов. Мы видим лишь верхушку айсберга. Сами того не замечая, можем оказаться в водовороте подделок и иллюзий. Исследования показывают, что около 90% стартапов терпят неудачу, и часть потерь связана с мошенничеством или неправильным управлением, о чем сообщают различные исследовательские институты предпринимательства. В такие моменты особенно важны устойчивость, осознанность и мудрость. Чтобы понять масштаб проблемы, взгляните, например, Theranos, о котором писали в новостях и аналитических статьях. Этот американский медицинский стартап с миллиардными инвестициями обещал революцию в анализах крови, но технология оказалась неработоспособной, а красивое обещание — фикцией. Инвесторы потеряли деньги, репутация разрушена, пациенты получали неверные результаты тестов. Пример Theranos показывает, что мошенничество может маскироваться под инновацию. Жажда быстрого успеха и вера в технологическое чудо ослабляют критическое мышление. Как в эпоху тюльпаномании XVII века люди вкладывали состояние в луковицы в погоне за баснословными прибылями, погружаясь в безумие жадности, остались ни с чем, когда пузырь лопнул. Сегодняшние мошенники используют не только поддельные домены и липовые звонки, но и искусственный интеллект, глубокие фейки, сетевые структуры по всему миру. Они знают, что вы хотите поверить в успех, хотите ощутить свою уникальность. Именно поэтому финансовые регуляторы предупреждают о фишинговых атаках, о подделках под известные организации. Инвестиции без анализа — игра в рулетку, как говорил Бенджамин Грэм. Оскар Уайльд, ирландский писатель XIX века, знаменито сказал, что опыт — это имя, которое каждый дает своим ошибкам, и мы должны учиться на них, а не закрывать глаза. Достоевский напоминал о человечности и сострадании, и это имеет значение даже в мире бизнеса. Этика, доверие, порядочность — не пустые слова, а основа здоровой деловой культуры. Наполеон Хилл в своей книге «Думай и богатей» 1937 год говорил о взвешенных рисках как о неотъемлемой части достижения успеха, подчеркивая рациональный подход. Наполеон Бонапарт утверждал, что выигрывает не тот, кто никогда не падает, а тот, кто поднимается после каждого падения. Стартаперу следует учиться на неудачах, но не терять бдительность, сохраняя стойкость и упорство. Если бы я тогда пригласил адвокатов,
проверил все горячие линии и домены, затраты в $5000 не казались бы уже лишними. Все это могло бы уберечь меня от эмоциональных качелей и бессонных ночей. Проверяйте все: документы, контакты, отзывы, домены. Если что-то смущает, лучше остановиться и подумать, чем потом сожалеть. Давайте не позволим эмоциям управлять нами. Приемы эмоциональной саморегуляции, на которых настаивают психологи, помогают людям принимать более рациональные и менее импульсивные финансовые решения. Пусть сомнения станут сигналом быть внимательнее, а не поводом игнорировать тревогу. Эксперты в области управления рисками часто советуют рассматривать сомнения как предупредительные сигналы, побуждающие к дальнейшему изучению, а не к игнорированию. Здесь пригодится мужество, рассудительность и критическое мышление. Предпринимательство — это не только про деньги и успех. Предпринимательство включает инновации, лидерство и социальную ответственность, о чем говорится в исследованиях Global Entrepreneurship Monitor. Это ответственность за себя и других. Мошенники рассчитывают на нашу беспечность и жаждут легкой победы. В отчетах ФБР часто подчеркивается, что жадность и спешка делают жертв более подверженными обману. Чем более осознанными и критичными мы будем, тем прочнее станет культура стартапов, тем труднее будет преступникам нанизывать нас на крючок. Пусть наш опыт, даже горький, станет уроком. Изучайте контексты, задавайте вопросы, просите подтверждений. Расследовательская журналистика, представленная такими изданиями, как «Нью-Йорк Таймс», поощряет задавать вопросы и проверять информацию, чтобы выявить истину. Не гонитесь за иллюзорными миллионами без тщательной проверки. Тогда доверие станет не слабостью, а прочным мостом к долгосрочному успеху. Ученые в области бизнеса подчеркивают, что доверие, основанное на прозрачности и проверке, способствует долгосрочному успеху и устойчивым партнерствам. В итоге я не стал банкротом. Мне повезло. Но тысячи других стартаперов оказались обманутыми. Их идеи украдены или перепроданы, а мечты о глобальном прорыве обернулись горьким разочарованием. Кража интеллектуальной собственности и присвоение идей фиксируется во всем мире, что привело к созданию правовых основ, таких как соглашение ТРИПС 1995 год для защиты создателей. Возможно, это и объясняет, почему 99% стартапов проваливаются. Быть может, вы тоже уже упустили что-то важное, оставив свой бизнес-план сомнительным инвесторам, которые лишь собрали ваши идеи и перепродали их, выступая не катализаторами успеха, а циничными посредниками. Не спешите с ответами. Просто помните. Критическое мышление, юридические консультации, аналитика и человеческая осознанность — ваши лучшие союзники. И, возможно, тогда мы сможем построить мир предпринимательства, в котором мошенники останутся на обочине, а подлинный успех будет стоять на прочных, честных и прозрачных основаниях. Великий человек тот, кто не теряет сердце ребенка. Мэн Цзы. От слов к действиям. Первое. Обращение к специализированным рейтинговым агентствам и независимым оценщикам. Важность. Позволяет получить независимую, профессиональную оценку инвестора, не аффилированную с ним, что повышает объективность проверки. Пример. Прежде чем идти на крупную сделку, запросите отчеты у независимых рейтинговых агентств, специализирующихся на оценке инвестиционных фондов и частных лиц. Их аналитика по финансовой устойчивости и корпоративному управлению инвестора дополнит ваши собственные исследования.
Второе. Многоэтапное подтверждение контактных данных и подлинности представителей. Важность. Обеспечивает уверенность в реальной личности и статусе представителя инвестора, снижая риск сотрудничества с фиктивными контактами. Пример. Запросите видеовстречу. Уточните юридический адрес офиса и попросите визитную карточку или официальный документ, подтверждающий должность. Если инвестор уклоняется от видеосвязи или предоставления доказательств, это сигнал о возможной подделке данных. Третье. Постепенное и дозированное раскрытие информации о проекте. Важность. Позволяет защитить конфиденциальные данные, выдавая их только инвестору, подтвердившему свою добросовестность и надежность. Пример. Сначала предоставьте лишь общую информацию о проекте. Если инвестор реагирует адекватно, согласовывает условия и не требует немедленного доступа к секретам, можно перейти к раскрытию детализированных документов. Попытки форсировать доступ к критически важным данным на старте — повод насторожиться. Четвертое. Сравнительный анализ предлагаемых условий с эталонными сделками. Важность. Помогает определить, не отклоняются ли условия инвестирования от среднерыночных показателей, что может указать на скрытые мотивы инвестора. Пример. Сравните предлагаемые инвесторам проценты или долю в бизнесе с типичными сделками в вашей отрасли. Если условия неоправданно щедрые или, наоборот, слишком жесткие, задумайтесь о причинах такой аномалии. Пятое. Использование поведенческой и лингвистической аналитики. Важность. Позволяет выявить скрытые сигналы мошенничества в стиле коммуникации инвестора, нетипичную лексику, нелогичную эмоциональность или неестественную формальность. Пример. Проанализируйте электронную переписку. Слишком формальные ответы без конкретики или, наоборот, излишне эмоциональные реакции на деловые вопросы могут указывать на мошеннические намерения. Используйте сравнительные модели, чтобы понять, отклоняется ли стиль общения от обычных отраслевых норм. Шестое. Применение пилотных микросделок. Важность. Дает возможность оценить добросовестность и дисциплину инвестора на малом масштабе, прежде чем рисковать крупными суммами. Пример. Предложить инвестору небольшую тестовую сделку или услугу на ограниченную сумму. Если инвестор вовремя вносит платеж, придерживается договоренностей и не создает искусственных препятствий, это укрепит доверие к ним. Седьмое. Верификация через отраслевые ассоциации и торгово-промышленные палаты. Важность. Предоставляет доступ к дополнительным источникам информации и рекомендациям, формируемым профессиональным сообществом. Пример. Обратитесь в профильную ассоциацию или торгово-промышленную палату, чтобы узнать, числится ли инвестор в их списках надежных партнеров или, наоборот, был замечен в сомнительных сделках. Восьмое. Стандартизация форматов сделок и использование типовых шаблонов контрактов. Важность. Снижает риск мошенничества и недоразумений, упорядочивая договорные отношения и делая их более предсказуемыми. Пример. Используйте типовые контракты, рекомендованные отраслевыми организациями. Если инвестор настаивает на нестандартных условиях или необычных уступках, требуйте четкого обоснования и будьте готовы отказаться от сделки при отсутствии логики в его требованиях. Девятое. Мониторинг репутации проекта и информационных утечек. Важность. Помогает вовремя выявить попытки стороннего вмешательства или сбор данных о проекте со скрытыми намерениями.
Пример. Регулярно отслеживайте упоминания своего проекта в СМИ, социальных сетях и профессиональных форумах. Если инвестор пытается получить конфиденциальную информацию из неофициальных источников или возникает всплеск интереса к вашим внутренним данным, примите меры для защиты и пересмотра сотрудничества. 10. Обучение стратегическому мышлению и сценарному планированию. Важность. Предупреждает о потенциальных проблемах, позволяя заранее определить красные линии и выработать стратегии реагирования на неожиданные требования инвестора. Пример. Смоделируйте несколько возможных сценариев развития переговоров, от резкой смены условий до внезапных запросов. Подготовьте ответы и меры на каждый из вариантов, чтобы не оказаться застигнутым врасплох. Глава 3. Путь стартапа. Из кузницы идей к единорогам. Мы — это то, что мы постоянно делаем. Следовательно, совершенство не действие, а привычка. Аристотель. Термин «единорог» в венчурном капитале, введенный Эллен Ли в 2013 году, относится к стартапам с оценкой свыше $1 миллиарда, подчеркивая их редкость, исключительный рост и символом надежды, веры и редчайшего успеха. Если проследить историю предпринимательства, можно увидеть закономерную эволюцию. От скромных средневековых ремесленных мастерских, наполненных запахом дерева и эхом простых орудий труда, до промышленных гигантов XIX века и технологических единорогов XX века, гремящих железом, и, наконец, до технологических единорогов XXI века, чьи корни в идеях и интеллектуальном богатстве. Каждая эпоха — это не просто вызовы, но и бесконечные возможности. Когда Генри Форд в 1913 году привнес конвейер, он не просто упростил производство автомобилей, он разжег искру предприимчивости, став примером того, как смелый шаг способен изменить весь мир. Однако в начале 2000-х акценты сместились. Теперь триумф определяется не грубой силой, а тонкой нитью интеллектуального ресурса. Такие технологические гиганты, как Google, основан в 1998 году, и Amazon, основан в 1994 году, показали, что интеллектуальная собственность и данные стали ключевыми источниками экономической ценности. Идея стала новым золотом, а воображение важнее знания, как метко подчеркивал Альберт Эйнштейн. Мы живем в эпоху, когда успешный стартап зарождается не в цехах и фабриках, а в сознании человека, способного увидеть то, что другие пока не разглядели. Появление Кремниевой продемонстрировало, что многие успешные стартапы начинались как идеи в сознании их основателей, а затем вырастали в глобальные компании, такие как Apple и Hewlett-Packard, начинавшим в тесных гаражах, но взлетевшим к небосклонам успеха. Именно в этом контексте созревала идея JobMart Online. В 2008 году, когда мир метался в кризисных волнах, цифровые платформы вроде LinkedIn и Craigslist уже слегка приоткрыли дверь к удаленному трудоустройству. Но мне хотелось большего. Не просто онлайн-площадку, а целую экосистему. Я вынашивал эту концепцию более 4 лет. До этого все идеи, которые рождались в моей голове, уже существовали в том или ином виде. Мне казалось, что, опираясь на такие стандартные замыслы, я не стану миллиардером. Но JobMart Online виделся мне уникальным каноном для венчурного бизнеса. Абсолютная новизна, отсутствие сформированного рынка, инновационная индустрия, где риски не казались безумными, а инвесторы, по моим смелым представлениям, должны были выстраиваться в очередь.
Я уже ощущал себя гением, акулой бизнеса, погруженной в теплую пелену самолюбия. Я чувствовал пылкую уверенность, как будто в моих жилах текла раскаленная лава, и с этим внутренним жаром я создал бизнес-план, презентации и ринулся в бой на инвестиционном поле. Но где искать инвесторов? Реальность, однако, была сурова. Канада в те времена, да и сейчас, где я изначально надеялся раскрыть свои крылья, тонула в налоговых оковах и монополиях, тормозя инновации и убивая почву для стартапов. Здесь царили устаревшие экономические устои и монополизация финансового сектора. Я помню запах старых книг по бизнесу, которые листал во время учебы в бизнес-школе. С каждой страницей они твердили одно и то же: Канада ориентирована на сервисы, а не на инновации. Я получил степень бакалавра, освоил 6 бизнес-специальностей, завершил трехлетнюю программу за 2 года. Однако даже эти знания не меняли реальности. Высокий налоговый барьер душил IT-компании в зародыше. Когда в стране всего 5-6 крупных банков RBC, TD, Scotiabank, BMO и CIBC контролируют все, стартапам не прорваться. Даже с внушительным капиталом из 50 миллионов долларов вы рискуете разбиться о невидимую стену монополий. Во многих странах концентрация рыночной власти и монополий исторически ограничивали доступ новых участников. Например, антимонопольное дело в США против Standard Oil в 1911 году показало, как монополии могут препятствовать конкуренции. Все это казалось мне чем-то вроде холодного ветра, скользящего по затылку, когда я ночью раздумывал о будущих перспективах, сидя в тихом кабинете с чашкой крепкого чая. Но огонь внутри меня не угасал. Поэтому свой путь я начал в США, в колыбели стартапов. Я отправился туда, пытаясь найти венчурные фонды и частных инвесторов. Но поток стартапов был огромен, а мои письма и звонки, казалось, тонули в бездонном море предпринимательских амбиций и жадных до новых идей умов. К началу 2010-х годов Кремниевая долина, блистающая как звездный купол, стала мировым центром стартапов, где тысячи предпринимателей искали финансирование у венчурных фондов, сосредоточенных в этом регионе. Полгода поисков без результата стали тяжелым испытанием. Вечерами, закрывая глаза, я слышал слабый шепот отчаяния: зачем стучать в закрытые двери? Я устал от массовых рассылок, от холодных звонков, от взглядов, невыразительно скользящих по моим презентациям. Многие основатели стартапов исторически переживали длительные периоды отказов до достижения успеха. Я знал истории Airbnb, потерявших веру после множества отказов, но все-таки достигших сияющего успеха в 2009-2010 годах. Это напоминало о том, что настойчивость — фундамент, на котором воздвигаются великие свершения. Тогда и вступил в игру некий природный закон предпринимательства. Оказавшись в отчаянии, я стал готов на более рискованные шаги, на предложения, о которых раньше даже не задумывался. В этих раздумьях чувствовались горечь и страх, словно привкус стали на губах. Илон Маск вложил все средства, полученные от продажи PayPal в Tesla и SpaceX в середине 2000-х, рискуя личным банкротством. Почему я должен поступать иначе? Предпринимательство — танец с неизвестностью, где вы жертвуете капиталом, здоровьем и покоем семьи ради крохотной искры надежды. Я видел тех, кто разорялся на фондовых рынках, кто закладывал дома и превратился в банкрота за один миг.
Вспомнить хотя бы крах Уолл-стрит 1929 года, что заставил бесчисленное количество инвесторов потерять сбережения в одночасье, сметающие сбережения и судьбы. Я слышал сотни историй о потере всего, даже жизни, ради мимолетной надежды. Но начинающий стартапер склонен замечать только счастливые легенды успеха. Обойти магнатах, превративших простую идею в мирового гиганта. Я также мог потерять все, но каким-то чудом удержался, словно цепляясь за крошечный уступ на отвесной скале, сохранив дом, семью и головокружительное стремление к мечте. Об этом моя книга, и я надеюсь, что мой сын когда-нибудь прочтет эти строки и поймет, что за кулисами счастливых историй скрываются бесчисленные невидимые лабиринты испытаний. Многие бизнес-лидеры, например, Уолт Дисней, который в начале своей карьеры столкнулся с банкротством, в конечном итоге добились успеха. Джоб Мерт Онлайн задумывался как ответ на хаос 2008 года, когда волны банкротств и увольнений рушили жизни людей. В 2008 году глобальный финансовый кризис вызвал массовые увольнения и банкротства, что способствовало росту удаленных рабочих решений, поскольку люди искали более гибкие возможности занятости. Я сам тратил до 1,5 часа в одну сторону, добираясь до офиса. Даже сократив это время до получаса, за неделю экономишь 10 часов, за год 520 часов. Это почти 21 сутки. Исследования показывали, что длительные поездки на работу значительно сокращают личное время. Например, в отчете Бюро переписи США за 2019 год указано, что среднее время в пути на работу для американцев превышало 27 минут в одну сторону. Уют дома и теплый запах кофе вместо утреннего мороза и шума пробок разве не волшебно? И все эти дополнительные дни жизни можно посвятить чему угодно. Тогда я считал, что настал идеальный момент для инноваций. Job Mart Online был платформой для работы из дома еще до того, как о подобных идеях всерьез заговорил мировой рынок. Время показало, что это направление было верным. Позже подобный подход появился у AppWork, основанной в 2018. Но у Job Mart Online были свои нераскрытые жемчужины, свои секреты, которых я сознательно не стал раскрывать в презентациях. Люди нередко крадут чужие идеи, а честных партнеров найти почти так же трудно, как выиграть в лотерею. Это и был мой главный страх — воровство. Я вынашивал концепцию более 4 лет, прорабатывал каждый нюанс. А что, если у меня украдут идею, пока я ищу инвестиции? Без госоргана, защищающего интеллектуальную собственность даже на стадии идеи, любой собеседник, услышав вашу задумку, может воплотить ее и оставить вас ни с чем. Помните Николу Тесла, боровшегося за свои патенты? Или толпы венчурных фондов, видящих в чужих идеях лишь ресурсы для наживы? Я не раз сталкивался с ситуацией, когда позже замечал свои знакомые решения в продуктах других компаний. В 2024 году я окончательно убедился, венчурные фонды и корпорации могут подбирать ваши мысли как спелые фрукты с ветки и выдавать за свои. Случаи предполагаемой кражи идеи нередки в бизнесе. Например, некоторые члены ранней команды Facebook. Facebook принадлежит компании Meta, признанной экстремистской на территории Российской Федерации. Обвиняли в заимствовании элементов из Harvard Connection, позже Connect-U в середине 2000-х годов. Многочисленные судебные процессы в Кремниевой долине утверждали, что венчурные капиталисты и крупные корпорации присваивали идеи стартапов.
Например, споры о коммерческих тайнах были распространены, как в случае Waymo против Uber в 2017 году. Отчеты и статьи нередко отмечали, что венчурные фонды порой копируют идеи основателей, что вызывает призывы к усилению защиты интеллектуальной собственности и введению этических норм. Каждый человек обладает собственностью в своем собственном лице. Никто не имеет права на нее, кроме него самого. Джон Лок. Эти слова звенят в моей душе. Моя идея — моя собственность, и я ждал честного отношения. Мир стартапов порой напоминает джунгли, где сильный пожирает слабого. Инвесторы и фонды часто советуют: обратитесь к своей семье, вложите личные сбережения, докажите, что идея работает. А что, если я живу в бедной семье, и мои родственники не имеют денег к существованию, не говоря уже про инвестиции? А потом, когда вы демонстрируете потенциал, инвесторы могут увести вашу идею, не поделившись прибылью. Схема отлажена годами. Маркетинговые машины внушают надежду и воодушевление. Инкубаторы обещают помочь развить ваш проект, но нередко они становятся посредником, превращающим чужие мечты в сырье для крупных игроков. Вы вкладываете душу и средства, они лишь схемы перепродаж и фиктивных сделок, не заботясь о реальных клиентах и устойчивой бизнес-модели. Pump and dump — омерзительная тактика, когда ценность стартапа раздувается фиктивно, а потом его продают без намека на реальных клиентов. Однако сквозь эту мрачную историю пробивается свет. Клиенты — вот главный актив, самое ценное, надежное богатство бизнеса. Их лояльность — ключ к расширению, к превращению скромного замысла в нечто грандиозное. Крупные компании покупают стартапы ради клиентской базы, а не ради идей. Технологические приобретения, такие как покупка компании Facebook Instagram в 2012 году и WhatsApp в 2014 году, во многом были мотивированы стремлением получить доступ к широкой пользовательской базе, а не только к уникальным технологиям и интеллектуальной собственности. Упоминаемые ресурсы Instagram, Facebook, WhatsApp принадлежат компании Meta, признанной экстремистской на территории Российской Федерации. Если у вас есть клиенты и их доверие, вы сможете предложить им практически все, от нового предложения до расширенного сервиса. Без клиентов ваши задумки остаются лишь красивыми словами. Такие компании, как Amazon, использовали доверие клиентов для расширения ассортимента от интернет-продажи книг до широчайшего спектра товаров и услуг с момента основания в 1994 году. Многие стартаперы этого не понимают. Не зная тонкостей и рисков, они идут на сомнительные сделки, теряют бизнес, деньги, веру в себя. За улыбчивыми лицами, конференциями, курсами для стартаперов скрывается суровая реальность. Бери все и ничего не отдавай — негласный закон мира венчуров. По данным CB Insights, одной из наиболее часто упоминаемых причин неудачи стартапов является отсутствие рыночной потребности, то есть отсутствие реальных клиентов для продукта, что приводит к закрытию более 40% стартапов. Мой опыт научил меня: никогда полностью не раскрывайте свою уникальную идею. Изобретатель прерывистых стеклоочистителей Роберт Карнс десятилетиями судился, когда крупные автомобильные компании начали использовать его идею. Если ваша задумка по-настоящему ценна, ее украдут при первом удобном случае. Рассказывайте только часть, присматривайтесь к людям, их жестам и интонациям, когда делитесь фрагментами своей мысли. Послушайте, как звучат их обещания.
Ощущайте атмосферу комнаты, шум кондиционера, холодный блеск деловых костюмов, едва уловимый запах кофе. Пытайтесь понять, можно ли доверять. Искренне честных людей мало, это редкость. Уоррен Баффет неоднократно подчеркивал, что честность и репутация являются бесценными активами для долгосрочного успеха. Прошло 15 лет. Проект JobMart Online так и не был воплощен в полную силу. Но его время не потеряно. Уникальные идеи способны ждать своего звездного часа. Многие известные изобретения потребовали годы или даже десятилетия, прежде чем реализоваться в полной мере. Например, первые практичные телевизоры Джона Логи Бэйрда появились в 1920-х годах, но телевидение стало массовым явлением лишь спустя десятилетия. Я наблюдаю за тем, как другие компании внедряют похожие концепции, присматриваясь к их решениям, думая о том, как улучшить собственный замысел, когда появится подходящий момент и надежный партнер. И уже в эру искусственного интеллекта, когда уникальных идей практически не осталось, а их генерация с помощью ИИ стала обыденностью, самое ценное — умение беречь, приумножать доверие и честно взаимодействовать с людьми. Это то, чему не учат на чудесных стартап-курсах и о чем молчат инфо-цыгане. Они обещают простую дорогу к успеху, а в реальности только один из множества находит путь к подлинному успеху. Помните, бизнес — это прежде всего отношения между людьми, и без честности они хрупки, как тонкий лед. Берегите свои идеи, растите их осторожно, словно редкие цветы на каменистом склоне. И тогда, возможно, однажды ваша компания станет тем самым единорогом, о котором вы мечтали, с клиентами, уважающими ваш труд, и партнерами, с которыми можно смело идти вперед. Если у людей нет доверия к своим правителям, государство не может устоять. Конфуций. Я хочу, чтобы мой сын, да и любой начинающий предприниматель понимали эти реалии. Пока вы не ощутите полную картину от беспощадных налогов, монополизированных рынков, незащищенности идей до искусственно раздуваемых сделок венчурных фондов, вы не поймете, насколько суров этот мир. Надеюсь, мой опыт позволит вам смотреть на стартапы трезво и не дать украсть вашу мечту прежде, чем она созреет. От упорства к процветанию. Первое. Эволюция предпринимательства. Важность. Показывает, как со временем меняется бизнес-среда, от традиционных мастерских до современных технологических гигантов, подчеркивая важность адаптации к новым условиям. Пример. Появление стартапов-единорогов с оценкой свыше $1 миллиарда иллюстрирует, что теперь успех зависит больше от инноваций и интеллектуальной собственности, чем от материальных ресурсов. Второе. Ценность идей и доверие. Важность. Подчеркивает, что уникальные концепции и честные отношения формируют основу долгосрочной устойчивости и роста компании. Пример. Предприниматели, которые защищают свои инновационные идеи и тщательно проверяют потенциальных инвесторов, чаще избегают эксплуатации и достигают успеха. Третье. Риск и настойчивость. Важность. Напоминает, что создание успешного бизнеса сопряжено с преодолением отказов, финансовыми трудностями и неопределенностью, требуя упорства и терпения. Пример. Ранние трудности компании, таких как Airbnb, демонстрируют, что преодоление многократных отказов инвесторов в итоге может привести к широкому признанию. Четвертое. Честность в деловых отношениях.
Важность. Подчеркивает важность честности, тщательной проверки и независимой оценки для предотвращения кражи идей и мошенничества в мире стартапов. Пример. Использование рейтинговых агентств, поэтапное раскрытие информации и типовые юридические шаблоны помогают лучше оценивать инвесторов и снижать риски. Пятое. Клиентоориентированный рост. Важность. Показывает, что лояльные клиенты — ключ к расширению ассортимента, инновациям и успеху на рынке. Пример. Рост Amazon от онлайн-магазина книг до глобального сервиса стал возможен благодаря приоритету доверия и удовлетворенности клиентов. Глава 4. Судьба. На перекрестке судьбы и смысла. Счастье — это смысл и цель жизни, главная и конечная задача человеческого существования. Аристотель. Оглядываясь назад на годы, которые предшествовали этому моменту, я пытаюсь уловить невидимую нить, связывающую мои стремления, победы, провалы и неожиданные повороты. Когда-то мне казалось, что успех измеряется только количеством завершенных проектов, выигранных контрактов и денег, заработанных на взлете технологий. Но время, опыт и внутренние перемены научили меня, что предпринимательство не просто внешняя гонка за показателями, а путешествие внутрь себя, вглубь своей идентичности, туда, где рождается подлинность, гармония и мудрость. В этом пространстве обитает подлинное счастье, когда мы осознаем свою цель и действуем с искренней любовью. То, чего мы достигаем внутри себя, изменит внешнюю реальность. Плутарх. Каждый вызов, каждая неудача и каждое неожиданное озарение оставляют свой отпечаток, формируя мой характер и мое понимание мира. Меня вдохновлял путь Нельсона Манделы, который, проведя 27 лет в тюрьме, в 1990 году вышел на свободу, призывая к примирению и личностному росту, способствуя мирному переходу Южной Африки от апартеида. Он показал, что сострадание, вера и надежда помогают нам преодолевать невзгоды. Познать себя — это начало всей мудрости. Аристотель. Я помню, как еще в начале пути, проживая в Канаде, создал небольшую компанию, специализирующуюся на найме квалифицированных программистов из России, Белоруссии, Украины. Тогда разница в ставках казалась ключом к успеху, а сама идея — настоящим прорывом. К 2010 годам такие восточноевропейские страны, как Польша, стали важными центрами IT-аутсорсинга, привлекая мировые технологические компании, искавшие квалифицированный и недорогой персонал. Я консультировал малый и средний бизнес, предлагал услуги, проводил презентации. Часто меня даже пытались переманить работать в те фирмы, для которых я делал доклады. Предложения сыпались с вероятностью 9 из 10. Но меня влекла собственная независимость. Хотелось вырастить свой бизнес, стать крупным игроком без внешних партнерств. Я работал из дома с 2010 года, будучи одним из первых фанатов удаленной и гибридной модели занятости. В то время это вызывало недоверие. Коллеги, скрипя зубами, согласились на эксперимент, полагая, что ничего хорошего из этого не выйдет. Но моя уверенность была непоколебимой. Уже тогда я понимал, что работа из дома может быть эффективнее офисной, а гибридный формат еще лучше. Пандемия COVID-19 в 2020 году ускорила глобальное внедрение удаленных и гибридных моделей работы, а такие компании, как Twitter, разрешили сотрудникам постоянно работать из дома.
В 2025 году это звучит банально, но тогда мне приходилось идти против течения. Я привлекал талантливых ребят из известных компаний вроде Яндекса, Сбербанка, лабораторий Касперского, и они уходили ко мне, веря в новую модель труда. Я трудился по 16 часов в день, следуя примеру Илона Маска. Публично упоминал о работе до 100 часов в неделю. Глаза наливались кровью от напряжения и, потеряв зрение, стал носить очки. Но я смог заработать первый взнос на ипотеку в Канаде. Правда, долго такой бизнес не прожил. Рынок быстро наводнился кадрами из Индии, Китая, готовыми работать за $1 в час, и моя идея утратила конкурентное преимущество. Однако я знал, там, где есть изобилие идей, всегда найдется новая тропа. Посреди хаоса всегда есть возможность. Сунь Цзы. Я понял, почасовая оплата и услуги, которые плохо масштабируются, не приведут к стабильному росту. Нужен продукт-сервис, востребованный сотнями тысяч клиентов. Но в тот момент у меня родился сын, и я решил поставить карьерную гонку на паузу. Эти годы с ребенком были настоящей благодарностью судьбе, лучшим вложением в мое внутреннее богатство. Сейчас я понимаю это как никогда. Хочу подметить очень важный факт. Согласно отчету CB Insights за 2019 год, около 70% технологических стартапов терпят неудачу в течение примерно 20 месяцев после получения начального финансирования. Все вещи текут и меняются, и ты сам лишь малая частица этого целого. Марк Аврелий. Позже ко мне приходили и другие возможности. Когда появился первый iPhone, 2007-2008 годы, рынок мобильных приложений был пустынен. Мне предлагали партнерство в IT-компании по их разработке, но я упустил момент. Мои знакомые, рискнувшие тогда, разбогатели. Я же остался в стороне, хотя и не слишком сожалел. Время все расставило по местам. Этот рынок вскоре насыщался и трансформировался. В итоге те, кто заработал легкие деньги, не смогли создать ничего по-настоящему выдающегося. Не все, что можно посчитать, имеет значение. И не все, что имеет значение, можно посчитать. Альберт Эйнштейн. Сейчас мобильные приложения — дело привычное, почти детский лепет, а индустрия, как и предполагалось, усложнилась. К 2020 году в Google Play было доступно более 2,5 миллионов приложений, а в Apple App Store почти 2 миллиона, что сделало мобильные приложения повсеместным явлением. В 2025 году IT-бизнес стал настолько сложным, что только настоящие эксперты, способные к углубленному и постоянному росту, порой даже с ученой степенью, не способны создавать нечто революционное в этой сфере. Я понял, что гнаться за мимолетными трендами — путь в никуда. Подлинная мудрость в признании собственной ограниченности. Истинная мудрость в том, чтобы знать, что ты ничего не знаешь. Сократ. Каждый отрезок жизни имеет свой ритм, и не синхронизироваться с ним — большая ошибка. Иногда стоит работать по 24 часа в сутки, а иногда отступить, заняться личной жизнью и восстановить равновесие. Я не стал банкротом, зато у меня есть прекрасный сын, ради которого я и пишу эту книгу. Я осознал, что в долгосрочной перспективе важно не только заработать деньги, но и понять, что дарит подлинное счастье. К примеру, Ричард Брэнсон столкнулся с многочисленными неудачами, но избежал личного банкротства, постоянно перезапуская свои проекты под брендом Virgin. Он также говорил, что личные вехи, включая создание семьи, определяют жизнь не меньше, чем деловые достижения. С этим я
абсолютно согласен. Набравшись опыта, я возглавлял отдел разработки и продолжал учиться от кибербезопасности до медицинских IT-решений. Мне всегда нравилось открывать новое. В 2015 году я решил создать проект для голографических очков, представив, что появится множество устройств виртуальной и дополненной реальности. Идея была проста. Нужна унифицированная платформа, позволяющая запускать проекты под разные типы очков, наподобие мобильных приложений для VR, AR. Я даже встретился с командой Microsoft по HoloLens, получил приоритетное место в очереди на их изобретение, но в итоге никто не заинтересовался моим стартапом. И я теперь рад. В 2025 году ни Apple Vision, ни любой другой VR не оправдали надежд. Судьба будто уберегла меня, удержав от лишних рисков. Я снова не стал банкротом. Я часто слышал выражение «Бог помогает сильным», и в моей жизни это подтвердилось не раз. Я верю в судьбу. Нереализованные проекты, возможно, спасли меня от банкротства. С течением времени я все яснее понимал, технологии, индустрии — все это циклично. Как было с NFT. Вспышка, пик внимания, а потом спад. NFT стремительно набрали популярность в начале 2021 года, когда некоторые цифровые произведения искусства продавались за миллионы. Но к концу 2022 года рынок значительно снизился. Попытка запрыгнуть на уходящий поезд обычно обречена на провал. Колесо фортуны непрестанно вращается, и тот, кто сегодня на вершине, завтра может оказаться внизу. Корпорации вкладывают миллионы в анализ трендов, а мы, обычные люди, часто бредем на ощупь. В 2025 году, если у вас есть идея, будьте уверены, ее уже проверяли. Искусственный интеллект позволяет смоделировать риски. Стоит ли бросаться в омут, напрягая себя до изнеможения, чтобы в итоге остаться ни с чем? Может, спокойная работа, булочная на окраине, счастливая семья и дети — приоритеты важнее сомнительных погонь за миллионами. Джон Роулинг написала первую книгу о Гарри Поттере в 1990-х годах. Позже подчеркивала, что личное удовлетворение и творческий подход важнее богатства. Счастливая семья — это своего рода земной рай. Бернард Шоу. Я не жалею, что в какой-то момент выбрал семью. Стив Джобс даже выражал сожаление о том, что не уделял достаточно внимания семье, подчеркивая важность личных отношений. Мимо меня промчались тренды мобильной разработки, крипторынка, потом AR, VR и сейчас ИИ. Но меня согревало ощущение счастья, а деньги ни разу не заменили мне радость общения с сыном. Был ли это мой выбор или судьба, не знаю. Путь в 1000 ли начинается с одного шага. Лао Цзы. Но я не стал банкротом. Я создал семью в 27 лет и считаю, что жизнь только начинается. Лучшие проекты еще впереди, но теперь я подхожу к ним осознанно, не как охотник за модой, а как человек, который понял. Настоящее богатство — это возможность быть самим собой, любить и быть любимым, учиться новому и ценить каждый миг. Время еще есть. Рэй Крок присоединился к Макдональдс уже после 50 лет и превратил ее в глобальную империю фастфуда, доказав, что успех может прийти в зрелом возрасте. Задумываясь обо всем этом, я вспоминаю слова Роберта Фроста. 3 словами я хочу выразить все, что я узнал о жизни. Она продолжается. Да, жизнь продолжается. Она текуча, как река, сменяя эпохи, технологии и ценности. А я продолжаю свой путь,
уже не жадно гонясь за трендами, а внимая внутреннему голосу, понимая, что счастье — это не конечная цель, а умение наслаждаться каждым шагом. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Гераклит. Я сделал свой выбор. Был ли это мой выбор или судьбы? Об этом знает только Господь. От подлинности к развитию. Первое. Периодическая переоценка приоритетов. Важность. Регулярный анализ собственных целей и ценностей помогает не потеряться в погоне за прибылью и сохранить внутренний баланс. Пример. Раз в полгода предприниматель выделяет день, чтобы понять, не жертвует ли он временем с семьей ради очередного проекта. Второе. Учет цикличности рынка. Важность. Осознание, что взлеты и падения отрасли неизбежны, помогает вовремя менять стратегию и не вкладывать силы в вымирающий тренд. Пример. Предприниматель замечает снижение интереса к продукту и заранее переориентируется на более перспективную нишу. Третье. Переход к устойчивым моделям роста. Важность. Масштабируемые продуктовые решения снижают зависимость от почасовых услуг и укрепляют долгосрочную устойчивость бизнеса. Пример. Вместо найма персонала под каждый проект компания создает онлайн-платформу, которую используют сотни клиентов одновременно. Четвертое. Критический отбор инноваций. Важность. Не все модные тенденции оправданы. Обдуманный подход к новым технологиям защищает от пустых инвестиций и разочарований. Пример. Перед внедрением VR-функционала предприниматель изучает реальные кейсы и прогнозы аналитиков, оценивая долгосрочный потенциал. Пятое. Сохранение личного благополучия и связей с близкими. Важность. Душевное равновесие и поддержка семьи делают профессиональные успехи осмысленными и предотвращают выгорание. Пример. Четкое планирование рабочего графика оставляет вечера для общения с родными, повышая эмоциональную устойчивость. Шестое. Непрерывное обучение и наставничество. Важность. Постоянное развитие навыков, обращение к опытным коллегам и изучение исторических кейсов помогают предвосхитить проблемы и находить эффективные решения. Пример. Предприниматель регулярно посещает профессиональные конференции, читает аналитические отчеты и обсуждает стратегические вопросы с наставником, чтобы заранее подготовиться к возможным трудностям. Седьмое. Принятие сложности как нормальной части пути. Важность. Понимание, что успех и неудачи чередуются, а трудности — это возможность для самоанализа и роста, помогают сохранять устойчивость в долгосрочной перспективе. Пример. Столкнувшись с временным спадом продаж, предприниматель видит в этом не только проблему, но и шанс улучшить продукт, пересмотреть ситуацию и укрепить мотивацию команды. Глава 5. Крипта. Магнит свободы. Прогресс — дитя сомнения и эксперимента. Борис Пастернак. Если оглянуться назад на последние несколько десятилетий, то мир криптовалют можно представить как огромное поле экспериментов, вдохновенных идей и горьких разочарований. Когда речь заходит о криптоиндустрии, внутри меня словно включается тихий фонарь. Он притягивает к себе предпринимателей, инвесторов и мечтателей словно магнит,
обещая новые формы свободы и децентрализации. Но столь же часто он дарит боль, потери и вызовы, ставшие проверкой на прочность для каждого участника этого пути. В этой сфере переплетаются истории тех, кто верил в свободу финансов, с историями тех, кто потерял целое состояние, недооценив риск и непредсказуемость этого рынка. К концу 2024 года общая рыночная капитализация криптовалют превысила $2 триллиона, что отражало как инновационные эксперименты, так и последующее разочарование инвесторов. Как крах биткоин-биржи MTGOX в Токио в 2014 году с утраты примерно 850 тысяч биткоинов наглядно показал болезненные испытания и риски, с которыми столкнулись первые участники крипторынка. Деньги не создадут успеха. Свободу для него создает способность действовать. Нельсон Мандела. Когда-то в далеком 1998 году мой дядя, одновременно мой любимый крестный, подарил мне мой первый компьютер. Для десятилетнего мальчика это был входной билет в мир вычислительных систем, где каждая строка кода представлялась первым кирпичиком в фундаменте будущих технологий. С тех пор я неустанно развивал свой талант в информатике, математике и физике, вдохновляясь примером Алана Тьюринга. По вычислительной теории в 1930-х годах заложили основу для современной информационной технологии. Время шло, я наблюдал стремительный рост интернета, развитие облачных решений, и уже в начале 2010-х мне было ясно, что биткоин — лишь первая ласточка будущих перемен. В биткоине я видел революцию, но не предсказал его ошеломительного взлета. Тогда биткоин казался захватывающим феноменом, но я все же верил, что он лишь начало, и скоро появится что-то еще более грандиозное. Мне была интересна сама идея децентрализации, свободы от традиционных финансовых институтов, и я был уверен, биткоин однажды может исчезнуть, а на его место придет новая, еще более совершенная технология. И все же мне, увы, не удалось приобрести тысячи биткоинов по бросовым ценам, упущение, которое и по сей день кажется легендарным. У меня сложные и смешанные чувства. От легкой досады до философского принятия того, что будущее никогда не гарантирует нам легкой наживы. Лучшее время, чтобы посадить дерево, было 20 лет назад. Следующее лучшее время — сегодня. Единственная постоянная вещь в жизни — это перемены. Геродот. Оглядываясь назад, смешно и грустно сознавать, что когда-то биткоин можно было купить за копейки, а впоследствии он преодолел немыслимые рубежи, доходя, по некоторым источникам, до $100 000 за монету. Тогда медиа, аналитики и даже политики с восторгом или осторожностью комментировали этот феномен. Но постоянный рост оказался иллюзией. Крипторынок переживал подъемы и падения, крах крупных бирж вроде FTX в 2022 году громко прозвучал в мировой прессе, а инвесторы теряли состояние за считанные дни. Каждое резкое падение напоминало, что стабильность здесь — вещь призрачная, а свобода от централизованных механизмов может обернуться лишь новой формой неопределенности. Будущее принадлежит тем, кто готовится к нему сегодня. Малкольм Икс. Этот рынок, казалось, впитал в себя все, от чистого идеализма до беспощадных спекуляций. Во время бума ICO в 2017 году множество идеалистических проектов на базе блокчейна смешались с откровенно спекулятивными предприятиями.
В том же году комиссия по ценным бумагам и биржам США предостерегла инвесторов от участия в ICO, обещающих нереалистические прибыли без реальных продуктов или активов. В рынке было удивительно много проектов, обещавших несбыточные иллюзии. Бесчисленные токены, ничем не подкрепленные, миллионы людей, потерявших свои сбережения в погоне за быстротечным обогащением. Крипта стала ареной, где сталкивались надежда на технологический прорыв и трезвая реальность человеческой жадности. Я неоднократно слышал вопрос, стоит ли покупать криптовалюту. И мой ответ оставался прежним. Поступайте на свое усмотрение. В этом хаосе даже суперэксперты, вложившие миллионы долларов, могли сгореть в один миг, не контролируя процессов, которые не контролировало ни одно государство. Все, что существует, имеет две стороны. Принцип инь и ян. Появление в 2015 году блокчейн-платформ, таких как Ethereum, вдохновило создание тысяч новых децентрализованных проектов и концепций по всему миру. Параллельно с моими наблюдениями за криптовалютами формировались и другие идеи. В 2014 году я уже создал документацию к одному важному проекту, название которого, к сожалению, не могу раскрыть. Стив Джобс также не раскрывал свои идеи до их презентации. Вспомним хоть пример с iPhone в 2007 году. Но сама суть была связана с децентрализацией вычислительных мощностей. Уже тогда я задумывался об архитектуре систем, в которых приложения могли бы запускаться на безопасных распределенных узлах, а любую операционную систему можно было бы использовать буквально где угодно, хоть на чайнике, хоть на флешке. Мое видение обрело форму в проекте XOS. Мне казалось, что существующие решения, будь то сложный для многих Linux или громоздкий Windows, слишком ограничены в своем представлении о будущем. Я верил, что операционная система завтрашнего дня должна быть распределенной, облачной, управляемой через интернет или домашний сервер, чтобы каждый мог безопасно пользоваться вычислительными ресурсами, не боясь взломов и не тратя впустую энергию. Тогда это звучало как утопия, но сегодня, с развитием квантовых технологий и искусственного интеллекта, подобные идеи уже не кажутся фантастикой. Когда я лишь вскользь упомянул XOS на одной из краудфандинговых площадок, получил невероятный поток внимания. Миллионы ссылок, тысячи комментариев, сотни приглашений к сотрудничеству. Однако этот шум почему-то не привел ко встречам с реальными инвесторами. Идею неверно интерпретировали. Она совпала с политическими новостями и получила рекламу, о которой я не мечтал. Но лучше всех сказал Питер Друкер. Лучший способ предсказать будущее — это создать его. Осознание того, что сама идея XOS живет, вдохновляет меня по сей день. Возможно, я не нашел инвесторов, но концепция будет существовать и после моей смерти. Идеи живут дольше, чем люди. Джон Кеннеди. Концепция интернета, разработанная в 1960-х годах в виде ARPANET, продолжала развиваться и после того, как ее ранние создатели ушли из жизни. Когда-нибудь с развитием искусственного интеллекта может появиться более совершенная технология, чем блокчейн, и тогда моя задумка обретет второе дыхание. Или наоборот, так и останется идеей, подтверждая, что инновации часто опережают свое время. В бизнесе без умения продавать идею не обойтись. Даже самый талантливый инженер, создающий гениальный продукт, обречен, если рядом нет тех, кто умеет правильно преподнести его миру. Продавец
Владеющий искусством маркетинга может взять под себя почти всю прибыль, пока изобретатель в одиночку совершенствует технологию. Маркетинг — это искусство создания ценностей. Филипп Котлер. Крипторынок же оказался многим путем к свободе, шансом избавиться от оков государственных регуляций и традиционных финансовых институтов. Но со временем я понял, что эта свобода слишком часто оборачивается крахом. Миллионы людей проиграли в эту рулетку на неустойчивых биржах, на спекулятивных схемах. И все же крипторынок продолжает жить, как живой организм, проходящий болезненные циклы взросления, от безудержного роста к резким падениям и снова к поиску новой точки равновесия. В 2020 году я решился еще на одну авантюру и стал техническим руководителем стартапа, занимающегося NFT. Тогда мне казалось, что NFT — это будущее, новая форма акций, способ цифровой подписи, который позволит идентифицировать электронные предметы и явления. В марте 2021 года газета New York Times сообщила о продаже NFT-арта Beeple за $69 миллионов, осветив многомиллионный рынок цифрового искусства. СМИ писали о продажах цифровых картин за миллионы долларов. Казалось, этот рынок взлетит до небес. Но все рухнуло так же стремительно, как и началось. Спекуляции, обманы, отсутствие внутренней ценности у множества активов привели к колоссальному падению. Компания закрылась, и весь рынок NFT сдулся, превратившись в еще один урок о хрупкости хайповых трендов. Сегодня о том бурном периоде предпочитают не вспоминать. Тот же пример, голландская тюльпаномания XVII века, до сих пор служит классическим уроком о хрупкости спекулятивного ажиотажа, часто изучаемый в курсах по экономической истории. Параллели между взлетами и падениями NFT и криптовалюты очевидны. Люди пытаются извлечь выгоду, не всегда придавая значение глубине идеи. Но без настоящей ценности, без фундаментальных инноваций и дальновидности все эти продукты — лишь мыльные пузыри. История подтверждает, что спекуляции всегда несут необъятные риски. Будь вы гением в вычислительных системах, имеете ли вы миллиарды на инвестициях, вы не застрахованы от провала. Без контроля, без регуляции, без четких моральных ориентиров все мы становимся заложниками капризов рынка. Даже хорошо финансируемые стартапы, такие как Web1, провалились во время краха доткомов, доказывая, что ни экспертиза, ни капитал не гарантируют успех. Финансовый кризис 2008 года подчеркнул необходимость регулирования, поскольку неконтролируемое рыночное поведение привело к глобальному экономическому спаду. Я часто спорю со своими коллегами, пытаясь предсказать будущее крипторынка. Некоторые считают, что он выживет и эволюционирует. Другие, что потеряет актуальность с приходом более совершенных технологий. Я лично убежден, что криптовалютный рынок как таковой еще долго будет жить. Но я сомневаюсь в перспективах прочих децентрализованных приложений на блокчейне. С выходом ИИ мы можем получить решения, которые превзойдут блокчейн по надежности и эффективности. Но кто я такой, чтобы судить? Исторически даже новаторские изобретатели сталкивались с сомнениями. Идеи Николы Теслы нередко недооценивались современниками. Как метко выразился Уинстон Черчилль, успех не окончателен, неудача не фатальна. Значение имеет лишь мужество продолжать. Мой путь полон неудач и упущенных возможностей, но это не конец, а лишь очередной урок, расширяющий мой кругозор и приносящий вдохновение.
Я не терпел поражений. Я просто нашел пути, которые не работают. Томас Эдисон. Все это время я осознавал, что даже гениальная идея нуждается в правильном маркетинге. Можно быть экспертом, собрать команду талантливых сотрудников, создать блестящий продукт, но если вы не умеете продавать, если не сможете донести ценность до аудитории, ваш труд будет пылиться на полке. Рекламный ролик Apple во время Супербоула 1984 года для Macintosh продемонстрировал, как эффективный маркетинг может мгновенно вывести продукт на широкий общественный уровень. В крипторынке многие мои знакомые занимались торговыми ботами, майнингом, созданием бирж и их последующей перепродажей. Но без умелого представления продукта массам результаты оказывались слабее ожидаемых. Именно поэтому отсутствие инвесторов и неудача с продвижением XOS стали для меня напоминанием о том, что владелец бизнеса должен уметь презентовать свою идею и видеть ее ценность глазами потребителя. Идея без реализации — это иллюзия. Стефан Кови. Наблюдая за технологическими трендами, я понимаю, нет смысла давать советы в областях, где не являюсь экспертом. В 2020 году миссия Crew Dragon от SpaceX к МКС удивила многих экспертов быстрым прогрессом в области частных космических полетов. Про медицинские технологии я никогда не осмелюсь говорить, но в сфере вычислительных систем я гений и понимаю всю технологию очень глубоко. И все равно, при всем моем опыте, меня продолжают удивлять новые инновации и успехи других людей. Это учит меня смирению. Даже будучи экспертом, можно упускать возможности, неправильно оценивать тренды, сталкиваться с провалами, но при этом продолжать искать пути и верить в свои проекты. В начале 2000-х годов компания Yahoo не решилась приобрести Google, неверно оценив будущую доминирующую роль поисковых систем. В конечном итоге криптоиндустрию стоит рассматривать не только как полигон для спекуляций, но и как опыт расширения представлений о возможностях человека. Ранний интернет 1990-х годов когда-то считался сферой спекуляций, но в итоге он стал платформой для глобальной коммуникации и торговли. Здесь есть место для искренней веры в прогресс, для смелых идей, таких как моя XOS. Может быть, я не увижу ее полноценной реализации. Может быть, не найду инвестора, готового вложить миллиарды. Но сама мысль о том, что идея живет, что где-то в будущем она может стать отправной точкой для нового витка технологической эволюции, наполняет меня чувством глубокого удовлетворения. Леонардо да Винчи представлял себе летательные аппараты за столетие до их осуществления, показывая, что некоторые идеи опережают технологии своего времени. Крипторынок — это история о постоянном движении, о падении и подъеме, о сомнениях и надеждах. Финансовые рынки, например, в период Великой депрессии 1929-1939 исторически проходили через периоды быстрого роста и резких спадов. Даже провалы — неотъемлемая часть пути. Они закаляют, учат оценивать риски и честно смотреть правде в глаза. В этой истории мы учимся не бояться новизны, искать в технологиях не только прибыль, но и истинную ценность. И пусть мои личные неудачи с крипто или NFT останутся горькими воспоминаниями, они подтверждают: успех — не конечная станция, а лишь промежуточная остановка. Как говорил Конфуций, неважно, как медленно ты движешься, главное — не останавливаться. Мы продолжаем идти вперед,
преодолевая страхи, расширяя границы мысли, стремясь к гармонии между технологиями и человечностью. Если когда-нибудь XOS станет реальностью, или кто-то, вдохновленный моими идеями, создаст нечто подобное, это будет означать, что усилия не были напрасны. Каждый провал — это урок, каждая потеря — стимул к переосмыслению. В мире, где каждый день рождает новые возможности, главное не останавливать свой внутренний рост. Вера, надежда, искренность, способность к сочувствию, пониманию и честному самоконтролю — вот что дает нам силы продолжать путь сквозь туман неопределенности и находить свет в глубине будущего. Будущее принадлежит тем, кто верит в красоту своей мечты. Элеонора Рузвельт. От ярких идей к прочным основам. Первое. Осознайте цикличность и неопределенность. Важность. В главе подчеркивается волатильность крипторынка, его циклы взлетов и падений. Примеры. Внезапный крах крупных криптобирж, таких как MTGOX и FTX, показывает непредсказуемость ситуации и необходимость осторожности. Второе. Отличайте инновации от хайпа. Важность. Многие криптопроекты обещают прорывы, но не все обладают реальной ценностью. Понимание того, какие идеи имеют долгосрочную перспективу, помогает разумно вкладывать время и ресурсы. Пример. Сравнение пузыря NFT с голландской тюльпаноманией XVII века демонстрирует, что не все популярные активы обладают реальной и устойчивой ценностью. Третье. Цените долгосрочное видение и этику. Важность. Устойчивый рост в новых технологиях достигается за счет ясной цели, сильных ценностей и этичного поведения. Долгосрочное видение помогает избежать краткосрочных выгод, основанных лишь на спекуляции. Пример. Подчеркивание прозрачности, полезности и выгоды для сообщества укрепляет доверие и поддерживает долгосрочный успех. Четвертое. Сохраняйте гибкость и способность адаптироваться. Важность. По мере развития технологий меняются и рыночные условия. Готовность к обучению, корректировке стратегий и изучению новых инструментов обеспечивает устойчивость в быстро меняющейся среде. Пример. Диверсификация инвестиций между различными платформами или рассмотрение инновационных решений за пределами традиционных блокчейн-моделей снижает риски и стимулирует рост. Пятое. Поддерживайте непрерывное обучение и психоэмоциональное равновесие. Важность. Постоянное саморазвитие, наставничество и эмоциональная стабильность имеют ключевое значение. Они помогают справляться с неопределенностью, принимать взвешенные решения и сохранять мотивацию в долгосрочной перспективе. Пример. Взаимодействие с экспертами, изучение исторических примеров и забота о собственном благополучии позволяют более обдуманно и уверенно действовать в сфере криптовалют. Глава 6. Мой друг, мой враг. Ваше время ограничено. Не тратьте его на жизнь чужой жизнью. Стив Джобс. На протяжении 15 лет я жадно читал биографии успешных людей, пытаясь вычленить закономерности их достижений.
Меня захватывал драматизм их пути. Они терпели поражение десятки раз, а на сотой попытке добивались того самого прорыва. Мне казалось, что если существует повторяемая формула успеха, некий код миллиардера, то ее можно обнаружить, внимательно проанализировав биографии и истории компаний, взлетевших на вершину. Но, углубляясь в эти тексты, я раз за разом находил лишь сухие биографические факты и мотивирующие призывы. «Иди к своей цели, и все получится». Я и множество других стартаперов следовали этому принципу годами, работали сутками, надеялись, что настойчивость окупится. Но суровая реальность, отраженная и в статистике, 90% стартапов проваливаются, ключевая причина — отсутствие реального спроса, нехватки ресурсов и проблемах в команде, говорит о другом. Упорство не гарантирует успех. Имей мужество пользоваться собственным разумом. Иммануил Кант. Тогда почему же так много неудач, если все мы, казалось бы, идем по одному маршруту, пытаясь повторить чужие формулы? Возможно, дело в том, что единого маршрута к единорогу компании с миллиардной оценкой не существует. Но чей путь должен стать эталоном? Может быть, успех — это не только миллиарды на счету, а теплый дом, счастливая семья, гармония с собой, ощущение внутреннего искреннего наполнения. Возможно, мой путь к единорогу отличается от стандартных шаблонов и будет занимать не год или 10 лет, а всю жизнь. А может, единорог для меня — это вовсе не капитал, а чувство самореализации, осмысленной принадлежности и глубокой удовлетворенности. Компания Nintendo, основанная в 1889 году в Киото, Япония, за более чем столетие превратилась из производителя игральных карт в ведущую мировую видеоигровую корпорацию, показывая, что долгосрочный рост возможен. Счастье — это не то, что можно получить в готовом виде. Оно проистекает из ваших собственных действий. Далай-лама. Ведь весь мировой рынок издавна делится на сферы влияния. Одни страны торгуют ресурсами, другие строят перерабатывающие заводы, третьи развивают логистику и судостроение. Шелковый путь, сформировавшийся примерно в 130 году до нашей эры, был древней торговой сетью, соединяющей Восток и Запад, демонстрируя, как мировые рынки издавна были разделены и определялись региональными сферами влияния. Эти сферы формировались десятилетиями и даже столетиями. Нарушить их баланс значит столкнуться с глобальными последствиями. Промышленная революция, начавшаяся в конце XVIII века, коренным образом изменила устоявшиеся экономические структуры, показывая, насколько сложно нарушить давние мировые равновесия без серьезных последствий. Мы видим, как государства всегда боролись за ресурсы, территории, сферы интересов, иногда открыто, иногда скрыто. Борьба за Африку, конец XIX – начало XX века, является примером того, как европейские державы открыто соперничали за ресурсы и территории, перекраивая границы и мировое влияние. Я читал о Стиве Джобсе, совершившем революцию в вычислительной технике, о Макдоналдс, изменившем понятие о доступном питании, о Walmart, внедрившем инновации в ритейле. Казалось бы, это яркий пример успеха. Но за каждым из них целый океан незаметных игроков, управляемых прочными историческими правилами игры. Эти истории всего лишь капля в море глобальных экономических процессов. Бреттон-Вудская конференция 1944 года создала МВФ и Всемирный банк, сформировав глобальные финансовые правила и подчеркивая, что отдельная история успеха — лишь малая часть обширных экономических систем.
Многие успешные компании не создают принципиально новые ниши с нуля, а мастерски вписываются в уже существующие структуры. Они улучшают то, что есть, находят точку роста, а затем за огромные суммы продают результат корпорациям. Инстаграм, созданный в 2010 году, усовершенствовал опыт обмена фотографиями, прежде чем был приобретен Facebook в 2012 году примерно за $1 миллиард, используя уже существовавшие структуры социальных сетей. Упоминаемые ресурсы Instagram, Facebook принадлежат компании Meta, признанной экстремистской на территории Российской Федерации. На этом фоне миллионы стартаперов гоняются за шансом оставить след в истории. Но первая и самая тяжелая ошибка, которую мы совершаем, рассказываем свои идеи не тем людям. Я десятки раз с энтузиазмом делился планами с друзьями и родственниками, надеясь на эмоциональную поддержку и признание ценности. Вместо этого я видел лишь вежливое равнодушие или скепсис. Их реакции обесценивали мою задумку, ведь они мыслят иначе, их склад ума не заточен под бизнес-риск и инновации. Для них само слово «стартап» звучало чуждо, вызывая раздражение или непонимание. Я пытался проверять идеи по реакции окружения, но это было бессмысленно. Их оценка не отражала реального потенциала. Уолт Дисней в 1920-х годах столкнулся со скептицизмом друзей и родственников в отношении своих анимационных задумок, но настойчиво продолжал работу, создав в итоге мировую развлекательную империю. Исследования в Калифорнийском университете в Беркли показали различия в предпринимательском мышлении, свидетельствуя о том, что не все люди склонны к принятию бизнес-рисков. Со временем я понял, самый опасный враг моего энтузиазма — это попытка получить подтверждение у тех, кто не готов увидеть ценность в моих идеях. Стивен Бланк, преподаватель предпринимательства, в начале 2000-х годов разработал модель развития клиента, рекомендуя основателям искать обратную связь у целевых пользователей, а не у равнодушной публики. Осознанное целевое взаимодействие повышает шансы на успех. «Мы становимся тем, о чем мы думаем», заметил Эрл Найтингейл. Если постоянно получать негатив или безразличие, начинаешь сомневаться в себе. В моем случае друг или знакомый, не желая того, мог стать моим врагом, источником сомнений. Исследования Гарвардского университета неоднократно показывали, что неспособствующее поддержке социальное окружение может невольно снизить предпринимательскую мотивацию. Предлагать проект о голографических компьютерах инвестору, занимающемуся переработкой сырья, бесполезная трата усилий. Он потратит время на непонятные ему расчеты, исказит видение или просто заморозит идею. Я совершал такие ошибки тысячи раз, пока не понял. Эффективнее держать планы при себе, опираясь на внутреннюю интуицию и стратегическую прозорливость, а также более точные инструменты анализа. Раньше это занимало месяцы, если не годы. Нужно было использовать разные инструменты, тратить дни на размышления и недели на проверки рыночных гипотез. Но наступила эпоха искусственного интеллекта. Если в 2022 году я еще не мог промоделировать сотню сценариев за считанные минуты, то в 2025 это стало реальностью. Искусственный интеллект для меня — надежный партнер, ценный сотрудник, которому можно доверить анализ, проверку, обсуждение, способный быстро и чутко проанализировать идеи, проверить гипотезы, подсказать новые пути. Он не обесценит мою идею, не потратит мои эмоции впустую. По данным Financial Times, искусственный интеллект помогает быстрее тестировать продуктовые концепции,
повышать операционную эффективность, персонализировать товары и услуги под нужды конкретных сегментов клиентов. Когда я отпускаю то, что я есть, я становлюсь тем, кем я могу быть. Лао Цзи. С появлением искусственного интеллекта уравниваются шансы. Раньше крупные корпорации могли бросать миллионы долларов в топку экспериментов, не жалея о потерях, а я не мог конкурировать с таким размахом. Но в громоздких структурах компаний эффективность управления зачастую невысока. Искусственный интеллект сокрушительно бьет по этим недостаткам, ведь теперь и я могу протестировать идею быстро, дешево и точечно. В результате крупным игрокам сложнее оставаться непобедимыми. Искусственный интеллект сокрушительно бьет по этим недостаткам. Рынок фрагментируется на миллионы ниш и микросегментов. Клиент избалован, он хочет больше качества, персонализации, меньшую стоимость, индивидуальный подход. Исследование Deloitte за 2019 год показало, что современные потребители все чаще требуют персонализированные, качественные товары по конкурентным ценам, стимулируя непрерывные инновации. Это не та почва, на которой десятилетиями богатели гиганты. Но для таких, как я, это шанс. Компания Kodak, основанная в 1888 году, не смогла адаптироваться к цифровой эпохе, демонстрируя, как некогда доминирующие гиганты теряют позиции, когда меняются ожидания потребителей. Может, я не стану миллиардером, но шанс стать миллионером возрос, если я буду гибким, образованным и научусь эффективно применять искусственный интеллект. Венчурные компании растеряны. Слишком много непредсказуемости. Банкам трудно выдавать кредиты, ведь индустрии меняются стремительнее, чем они успевают принимать решения. Это новые правила игры, и они дают возможность творческим, смелым умам преуспеть. Теперь уже не нужно посвящать годы проверкам, как в былые времена. Искусственный интеллект способен за минуты оценить риски, раскрыть слабые места или предсказать новые рынки. Если раньше я завидовал крупным игрокам с их ресурсами, то теперь с восхищением думаю о детях, которые только входят в этот мир. Их реальность будет абсолютно иной. Если для меня мобильные телефоны были пределом мечтаний, то они вырастут в среде, где искусственный интеллект — повседневность, а выход в космос и стартапы на Марсе станут не фантастикой, а делом будущего десятилетия. Как заметил Альберт Эйнштейн, в гуще трудностей скрывается возможность. Эти дети смогут использовать ИИ самой колыбели, не тратя времени на доказательства перед людьми, которые не понимают их идей. Важнее всего не забывать о себе, о семье, о своем здоровье и благополучии. Время ускоряется, идеи стареют моментально, проекты падают и взлетают с небывалой скоростью. Исследование Insight, упомянутое в Harvard Business Review, показывает, что средняя продолжительность существования компании из индекса S&P 500 сократилась с 33 лет в 1965 году до примерно 20 лет к 2020 году. В погоне за миллиардами легко потерять себя. Но если вы любите то, что делаете, если находите удовольствие даже в мелочах, то искусственный интеллект поможет вытащить вашу идею под контрольный сегмент рынка и сделать ее востребованной. Мир движется к гиперперсонализации, где создание товаров и услуг станет дешевле и доступнее. Каждая технологическая революция меняет баланс сил. Привычка мыслить нестандартно, использовать искусственный интеллект как союзника, искать узкие ниши, где мы можем стать лидерами — вот ключ к успеху. В итоге я понял, нет единой формулы для всех.
Нет смысла проверять идею на людях, которым она не интересна. Нет пользы в ожидании одобрения у тех, кто не в состоянии разглядеть ее потенциал. Искусственный интеллект дает мне шанс сократить путь от идеи до проверки, от концепта до результата. Он мой настоящий союзник, друг, а не враг, ведь в мире, где правилом стала непрерывная трансформация, моя способность адаптироваться важнее всего. И теперь, вновь заряженный энтузиазмом, я понимаю, что будущее принадлежит смелым мечтателям, готовым использовать новые инструменты, не забывая о своих ценностях и оставаясь верными самим себе. Счастье зависит от нас самих. Аристотель. От слепого следования к осознанному выбору. Первое. Определяйте успех на своих условиях. Важность. Признание того, что статус единорога не единственная цель, освобождает от жестких формул. Вместо этого стремитесь к личному удовлетворению, гармонии и постепенному росту. Пример. Nintendo, начавшая с производства игральных карт в 1889 году, за столетие стала мировым лидером в сфере видеоигр, показав, что терпеливое и постепенное развитие может переопределить понятие успеха. Второе. Цените качественную обратную связь, а не любую. Важность. Обсуждение идей с незаинтересованными людьми подрывает уверенность. Сосредоточьтесь на мнении экспертов, профильных коллег и анализе, основанном на данных ИИ, чтобы получить конструктивные рекомендации. Пример. Уолт Дисней преодолел скептицизм окружения и создал мировую развлекательную империю, следуя собственной вере в анимацию. Третье. Используйте ИИ для быстрой проверки рынка. Важность. ИИ позволяет оперативно тестировать спрос, выявлять нишевые сегменты и настраивать стратегию. Это экономит время и ресурсы, повышая шансы на успех. Пример. За считанные минуты можно промоделировать сотни сценариев, оптимизируя продуктовые концепции до крупных инвестиций. Четвертое. Ставьте личное благополучие и баланс в приоритет. Важность. Быстрые изменения и неопределенность порождают стресс. Забота о здоровье, семье и психологическом равновесии обеспечивают устойчивую мотивацию и взвешенные решения в долгосрочной перспективе. Пример. Равновесие между карьерными целями и личной жизнью помогает сохранять энтузиазм и трезвый взгляд на ситуацию. Пятое. Инновации в узких нишах через персонализацию. Важность. Потребители ждут индивидуальных решений и высокого качества по разумной цене. Ориентация на небольшие уникальные сегменты помогает выделиться среди крупных игроков. Пример. Анализ данных, искусственный интеллект о прочтениях нишевого рынка позволяет создать ценность, недоступную для громоздких корпораций. Шестое. Гибкость в условиях неопределенности. Важность. Мир меняется стремительно, и выбранная стратегия может стать неэффективной. Способность быстро переориентироваться, опираясь на искусственный интеллект, превращает непредсказуемость в новые возможности. Пример. Если первоначальный план не сработал, искусственный интеллект поможет проанализировать новые направления и выбрать оптимальное решение. Седьмое. Отказ от универсальных формул успеха. Важность. Путь к единорогу не единственный меритель процветания. Рассмотрите альтернативы. Устойчивый малый бизнес, нишевые инновации, стабильный доход при меньших масштабах. Пример.
Определив собственные ценности и приоритеты, вы можете найти свою модель развития, не зависящую от общепринятых стереотипов. Глава 7. Маркетплейсы. Мифы и легенды. Гении — это на 1% вдохновения и на 99% пот. Томас Эдисон. Когда мы говорим о маркетплейсах, картина кажется обманчиво простой. Вот Amazon, гигант, чья монопольная позиция в США и Канаде давно перестала вызывать удивление. По данным аналитиков, к 2024 году компания удерживает около 37,6% рынка онлайн-торговли. Сотни книг, фильмов и курсов создают иллюзию, будто любой, кто начнет торговать уникальным продуктом, закупленным в Китае и украшенным собственным логотипом, через год станет миллионером. На практике же история успеха Amazon и других подобных корпораций порождает больше вопросов, чем ответов. Почему крупные компании не решаются открыто конкурировать с Джеффом Безосом? Неужели процесс настолько сложен и полон скрытых ловушек? Я лично много раз сталкивался с людьми, уверенными, что бизнес на маркетплейсах — это легкая прогулка. Они слушают советы инфо-цыган, смотрят гладкие курсы, обещающие быстрый взлет к богатству. Но реальные истории и мой собственный опыт подсказывают обратное. Мир маркетплейсов — это постоянная борьба за цену, качество и видимость товара. Многие, вдохновленные рассказами о легких деньгах, закладывают свои дома, берут кредиты, договариваются с заводами о поставках. Им внушают, что стоит лишь выбрать нишу, например, шампуни или бумажные изделия, немного модифицировать упаковку, нанести свой бренд, и дело сделано. Но что никто не говорит вслух, в действительности перед стартапером разворачивается изнурительная гонка, требующая надежды, упорства и стойкости. Представьте запах пыльных складских помещений, где на стеллажах громоздятся коробки с товарами, которых никто не спешит покупать. В 2018 году сообщалось, что у H&M накопилось непроданной продукции на сумму 4 миллиарда 300 миллионов долларов, демонстрируя, как товары могут скапливаться без покупателей. Представьте усталость новичка, шаг за шагом пытающегося согласовать цены с китайским производителем, который не даст вам выгодной сделки без внушительного капитала и предоплаты. Представьте тревожную тишину офисной комнаты, где новоиспеченный предприниматель, перебирая образцы товара, ощущает под пальцами хрупкий пластик и думает, а что, если все это окажется напрасным? Ведь рынок онлайн-площадок, по данным некоторых источников, очень жесток. Около 90% продавцов, использующих Fulfillment by Amazon, не достигает долгосрочных успехов. Конечно, примерно 64% добиваются прибыли в течение года, но какой ценой? Время, нервы, реклама, логистика — все требует огромных вложений, а гарантий и доверия нет. Здесь нужны упорство и крепость духа, чтобы продолжать. Я убежден, что примерно половина того, что отличает успешных предпринимателей от неуспешных, это чистое упорство. Стив Джобс. Отдельный пласт проблем — фальшивые отзывы и накрутки. В 2019 году Британское управление по конкуренции и рынкам исследовало проблему фальшивых онлайн-отзывов, подчеркивая, как потребители могут быть введены в заблуждение ложными рейтингами. В 2018 году газета «Нью-Йорк Таймс» разоблачила рынок поддельных подписчиков в социальных сетях,
демонстрируя, как люди платят, чтобы казаться более влиятельными. Надо ли говорить, сколько людей тратит деньги, покупая собственный товар с подставных аккаунтов ради создания иллюзии популярности? Или сколько средств уходит на серые маркетинговые ходы? Даже Amazon борется с этим, но идеально искоренить практику сложно. В 2021 году Amazon подала в суд на более чем 10 тысяч администраторов групп Facebook, якобы организовавших фальшивые отзывы, демонстрируя попытки пресечь мошенничество. Упоминаемый ресурс Facebook принадлежит компании Meta, признанной экстремистской на территории Российской Федерации. А если вы выбрали другую площадку, борьба с ложными отзывами может оказаться еще менее эффективной. Такие платформы, как eBay, годами борются с фальшивыми отзывами и подделками, постоянно пересматривая правила для поддержания доверия пользователей. В итоге человек вкладывается в подделку благополучия, а настоящий результат ускользает. Ценовые войны — вот суть происходящего. Войны колы между Coca-Cola и Pepsi в 1980-е годы демонстрируют, как крупные бренды ведут продолжительные ценовые и маркетинговые битвы за долю рынка. Продавая товар тысячами единиц, вы рассчитываете на хорошую маржу. Но стоит кому-то снизить цену на цент, и покупатель уйдет к конкуренту. Компания Costco, основанная в 1983 году, доказывает, что продажа больших объемов товара с низкой наценкой может быть прибыльной за счет эффекта масштаба и модели членства. Мой опыт взаимодействия с Walmart, основанная в 1962 году Сэмом Уолтоном, стала крупнейшим ритейлером в мире, постоянно снижая цены и ожесточенно конкурируя по стоимости, подтверждает. Даже минимальное снижение цены значительно влияет на продажи идентичного товара. Это парадокс, от которого становится не по себе. Многие, кто ворвался на рынок в надежде на легкую наживу, заканчивают тем, что утилизируют залежавшийся товар и распродают его себе в убыток, после чего закрывают бизнес. Риск возникает от незнания того, что ты делаешь. Уоррен Баффет. Но если даже вам удалось продать первую партию и выйти в ноль или с мизерной прибавкой, дальше вас ждет новая серия рисков. Изменение цен у производителя, задержки поставок, проблемы с браком. В 2021 году глобальные сбои в цепочках поставок, отчасти вызванные пандемией COVID-19, привели к задержкам и росту расходов для бесчисленного множества компаний. А если производитель откажется работать с вами в пользу более крупного клиента? Крупные ритейлеры, такие как Walmart или Amazon, часто получают приоритетные условия от поставщиков, которые могут сократить поставки для мелких покупателей из-за более крупных гарантированных заказов. Придется снова искать завод, начиная изматывающий процесс с нуля. Серьезный и устойчивый бизнес в сфере физического товара требует не просто торговли. Нужно иметь надежный контроль над производством, собственной мощности или хотя бы гарантированный доступ к ним. Крупные корпорации тратят годы, выстраивая эти цепочки, просчитывая риски, защищая технологии и запуская проверенные товары, которые десятилетиями лежат на полках Walmart. Компании, такие как Tesla и Zara, используют вертикальную интеграцию для более жесткого контроля над производством, снижая зависимость от внешних поставщиков. Глобальные цепочки поставок исключительно сложны. Например, компоненты для iPhone от Apple поступают из множества стран до окончательной сборки в Китае. За последние годы китайские производители научились отслеживать, где продается их товар. Они могут выйти на рынок напрямую, предложив более низкую цену и поставив вас в тупик.
Продавая товары напрямую потребителям через платформы, подобные AliExpress, китайские производители могут предложить более низкие цены и бросить вызов традиционным поставщикам. В такой среде понятия этика и лояльность становятся зыбкими. Ваш товар может внезапно появиться в продаже под чужим брендом. Риски настолько велики, что даже опытные предприниматели порой опускают руки. Исследования CB Insights называют конкуренцию и сбои в цепочках поставок одними из основных причин, по которым предприниматели отказываются от своих проектов. И все же, стоит ли совсем отказаться от попыток? Не обязательно. Как отметил Марк Твен, секрет успеха заключается в том, чтобы начать. Но начать нужно осознанно. Признать, что путь нелегок, что вам придется анализировать рынок, искать ниши неперегретой конкуренции, выстраивать отношения с поставщиками, диверсифицировать цепочки поставок, не надеяться только на один маркетплейс. Nestlé, основанная в 1866 году, диверсифицировала свой ассортимент по многим категориям и рынкам, уменьшая зависимость от одного канала сбыта. Возможно, ваш товар не станет легендой, но вы научитесь ценить труд, учиться на ошибках и мыслить стратегически, действуя с целеустремленностью. Ведь факты — упрямая вещь, как говорил Джон Адамс, и слепая вера в быстрый успех здесь не работает. Генри Форд потерпел неудачу с двумя автомобильными компаниями, прежде чем основал Ford Motors Company в 1903 году, что подчеркивает важность извлечения уроков из прошлых ошибок. Самые успешные предприниматели, с которыми мне доводилось общаться, выстраивали сложные схемы. Часть товара печатались у одного производителя, часть у другого. Финальный набор формировался из элементов, которые нельзя легко скопировать. Они создавали бренды для конкретных аудиторий, меняли дизайн, играли с упаковкой, продавали не только на маркетплейсе, но и напрямую компаниям и организациям. Сегодня такие стратегии — это норма для выживания, а не гарант будущего богатства. В конце концов, хотя я и обошел этот бизнес стороной, я понимаю. Marketplace — это не золотая жила, а полотно сложной игры, где нужно уметь рисковать, просчитывать ходы, планировать наперед. Да, существуют истории успеха, но их не так много. Исследование Гарвардской школы бизнеса показывает, что примерно 3/4 стартапов с венчурным финансированием никогда не возвращают капитал инвесторам, что подчеркивает редкость настоящего успеха. Гораздо больше тех, кто закладывал дома, брал кредиты и разорялся, столкнувшись с браком, задержками или копированием их товара производителем. Главное, о чем я хочу сказать, не верьте упрощенным сказкам. Прежде чем начинать, тщательно оцените риски. Производство, логистика, конкуренция цен, накрутки отзывов, подставные аккаунты, потерянный капитал — все это звенья одной цепи. Предпринимательство в сфере физического товара сложнее, чем кажется на первый взгляд. И если вы все же решитесь ступить на эту дорогу, делайте это с открытыми глазами, готовые к переменам и долгому, выматывающему, но порой плодотворному пути. Предприниматели, такие как Илон Маск, подчеркивают, что создание успешной компании — это марафон, требующий упорства, адаптивности и долгосрочного видения. Неудача — это просто возможность начать снова, на этот раз более разумно. Генри Форд. От быстрого взлета к настоящей гонке. Первое. Тщательный анализ рынка. Важность. Избежание риска опираться на ложные обещания и вводящую в заблуждение информацию. Пример. Перед крупными закупками проверьте отчеты об успехах и провалах конкурентов.
Изучите динамику цен и спрос. Второе. Диверсификация поставок и бренда. Важность. Сокращение зависимости от одного производителя снижает риски и повышает устойчивость к изменениям рынка. Пример. Разделите производство между несколькими поставщиками и создайте товары с уникальными свойствами, чтобы выделиться среди конкурентов. Третье. Качество и репутация важнее низкой цены. Важность. Долгосрочный успех строится на доверии и лояльности клиентов. Пример. Инвестируйте в надежный контроль качества, разработку удобной упаковки и поощряйте честные отзывы, чтобы сформулировать крепкий бренд. Четвертое. Непрерывное обучение и расширение компетенций. Важность. Глубокие практические знания повышают качество принятия решений. Пример. Изучайте логистику, бухгалтерию, маркетинг и анализ данных, чтобы принимать обоснованные решения, а не полагаться на догадки. Пятое. Этические практики и укрепление доверия. Важность. Репутация бренда и искреннее отношение к покупателям приносят дивиденды в долгосрочной перспективе. Пример. Избегайте фальшивых отзывов, сомнительных маркетинговых приемов и создавайте прозрачную политику возвратов. Шестое. Гибкость и адаптивность. Важность. Быстрое реагирование на изменения цен, задержки поставок или смену предпочтений покупателей повышает шансы на выживание. Пример. Экспериментируйте с сезонными или нишевыми товарами, корректируйте ассортимент под меняющийся спрос. Седьмое. Реалистичное долгосрочное планирование. Важность. Помогает избежать иллюзий о мгновенном успехе и позволяет корректировать стратегию по мере накопления опыта. Пример. Ставьте достижимые цели, анализируйте результаты, общайтесь с наставниками и учитесь на примерах других предпринимателей. Восьмое. Устойчивые отношения с клиентами. Важность. Лояльные клиенты обеспечивают стабильный доход, даже если рыночная ситуация нестабильна. Пример. Обеспечьте качественную поддержку, отзывчивый сервис и внимательное отношение к обратной связи покупателей. Девятое. Исторический и контекстуальный подход. Важность. Понимание исторических примеров и мировых лидеров рынка дает возможность предвидеть потенциальные риски и возможности. Пример. Анализируйте опыт Amazon и Walmart. Учитывайте правовые изменения, социально-экономические тренды и регуляторные сдвиги. Глава 8. Искусственный интеллект. Критическое мышление. Знание — сила. Фрэнсис Бэкон. Современный мир утопает в бесконечных потоках данных. Каждую минуту на нас обрушиваются новые сообщения, статьи, видео и мнения. Интернет, ставший когда-то символом свободы доступа к знаниям, сегодня одновременно предоставляет бесценные материалы и порождает чудовищные искажения истины. Как человек с тремя высшими образованиями — физико-математический лицей, бизнес-колледж, бакалавриат компьютерных и вычислительных наук и более чем 20-летним опытом работы в международных компаниях в сфере бизнеса и IT, я с глубоким разочарованием наблюдаю, как бесконтрольные потоки ложной и искаженной информации тормозят наше технологическое развитие и уродуют судьбы людей. В 1956 году Дартмутская конференция считается точкой отсчета возникновения искусственного интеллекта как научной дисциплины.
где ведущие исследователи собрались для изучения машинного обучения и решения проблем. К 2020 году глобальный интернет-трафик достиг беспрецедентного уровня. При этом миллиарды устройств были подключены по всему миру, согласно данным Международного союза электросвязи. Информация — это нефть 21 века, а аналитика — его двигатель внутреннего сгорания. Питер Сондегард. Информация — ключ к сознанию человека, к нашему восприятию мира и формированию поведения. Мы решаем, где учиться, какой банк выбрать, куда поехать отдыхать, исходя из сведений, поступающих в мозг. Но что, если эти сведения ложны? Сколько судеб искалечено из-за того, что кто-то, прочитав неправдивую статью или услышав манипулятивный совет, принял неверное решение? Теряется самое ценное — наше время жизни. Приняв ложный выбор в образовании, вы можете потратить годы на переучивание, в то время как другие продвигаются по карьерной лестнице. Мысль о том, что знания формируют человеческое восприятие и поведение, встречается еще у древнегреческих философов. Например, Платон, живший около 427-347 годов до нашей эры, подчеркивал важность образования. В этом поиске понимания мы стремимся к подлинности, к мудрости и к внутренней гармонии, которые помогают нам отличать правду от вымысла. Истина никогда не вредит справедливому делу. Махатма Ганди. Этот поток ложной информации окружает нас повсюду. От родителей, друзей, коллег до самих себя. Книги из устаревших эпох, интернет, где процветают социальные сети, убийцы прогресса и вспышки инфо-цыганства с лжемаркетингом. Под напором таких источников человек, особенно неопытный подросток, становится легкой мишенью для манипуляторов, продающих псевдокурсы, обещающих мгновенное решение любых проблем. Размывая границы между истиной и вымыслом, они толкают людей к ошибочным шагам. Открыть бизнес без знаний, вложить ресурсы в провальные проекты, выбрать образование, не соответствующее реалиям времени. В 2016 году ложные новости широко распространялись в социальных сетях, влияя на общественное мнение и политические события, о чем сообщали авторитетные СМИ, такие как «Нью-Йорк Таймс». В этом нет ничего нового с исторической точки зрения. Массовая печать, радио, телевидение, а затем и интернет сломали прежние барьеры доступа к информации. Уже в середине XX века социологи, такие как Маршалл Маклюэн, подчеркивали, что средства массовой коммуникации формируют наше восприятие реальности. Американский социолог Нил Постман указывал, что перенасыщение фрагментированными данными ведет к утрате контекста и критического мышления. Разум — это все. «Что ты думаешь, тем ты становишься», — говорил Будда, напоминая, что наше сознание — это отражение того, чем мы питаем наш ум. Инвестиции в знания приносят наилучшие дивиденды. Бенджамин Франклин. Сегодня же проблема встала в полный рост. Социальные сети стирают последние преграды, позволяя любому представить себя экспертом, а ложная информация, подобно токсину, растекается по умам. Инфо-цыгане, дети цифровой анархии, продают иллюзию легких денег, манят стать следующим Илоном Маском без реального фундамента знаний. Стресс, неверные решения, напрасно потраченные ресурсы и несбывшиеся мечты — такова цена. Современная когнитивная психология утверждает, переизбыток лживой информации вызывает информационную перегрузку и выученную беспомощность. Человек теряет уверенность, сомневается во всем, становится жертвой манипуляторов.
Чтобы вырваться из этого порочного круга, необходимо начать фильтровать информацию, буквально перезагрузить свою информационную среду. Представьте, что вы заново родились. Пересмотрите все источники, отключите ненужные каналы, создайте отдельные профили для разных сфер жизни. Я, к примеру, использую более 10 профилей и обновляю их не реже раза в год. Создание нескольких онлайн-профилей или персон для разных целей — тактика, признанная экспертами по кибербезопасности, помогающая снизить таргетированную рекламу и возможное неправомерное использование данных. Вы можете отключить рекламу, избегать назойливых советов и ложных обещаний. Это словно очистить свой разум от шума, подобно тому, как мы покидаем город, чтобы в тишине леса услышать собственные мысли. Исследования показали, что отключение онлайн-рекламы может улучшить концентрацию и снизить подверженность вводящим в заблуждение рекламным предложениям, о чем говорится в отчетах по защите прав потребителей. Непроверенная жизнь не стоит того, чтобы быть прожитой. Сократ. Критическое мышление — наш главный ресурс. Критическое мышление является фундаментом западного образования со времен Сократа, V век до нашей эры, который учил познанию через постановку вопросов. Родители, учителя, университеты должны воспитывать скептицизм, умение проверять источники, не бояться альтернативных мнений. Единственное, что необходимо для торжества зла, это чтобы хорошие люди ничего не делали, предупреждал Эдмунд Бёрк. Безразличие ко лжи ведет к деградации общества. Известные университеты, такие как Оксфорд и Гарвард, исторически подчеркивают важность проверки источников в научной работе. Особенно важно оберегать детей, обладателей самых чистых умов. Если они впитают ложную информацию, то пойдут тем же неверным путем, что и их предшественники. Исследования в области педагогической психологии показывают, что дети, усвоив ложную информацию, могут воспроизводить ошибочные модели, влияя на свои будущие решения. Ваша ответственность — дать им инструменты критического мышления. Дети имеют право выбирать собственный жизненный путь, но осознанно, опираясь на проверенные сведения. В мире, где каждый может писать книги, снимать ролики и выдавать себя за эксперта, навык различать правду и вымысел жизненно необходим. Цена свободы — вечная бдительность. Томас Джефферсон. Однако у нас есть и новые союзники. В 2025 году искусственный интеллект достиг такого уровня, что способен не только генерировать контент, но и проверять его достоверность, фильтровать потоки данных, отсекать ложь. Да, искусственный интеллект может усилить проблему, создавая фальшивый дипфейк, но, настроенный верно, он выступает в роли фильтра, отсеивает дезинформацию, приводит к проверенным источникам, помогает людям быстро понять происхождение товара, книги, научного открытия. В центре трудности лежит возможность, считал Альберт Эйнштейн. Это относится и к цифровой эпохе. Если раньше ложь была относительно локальна, то сегодня глобальна. Но и наши инструменты стали глобальными. Мы можем использовать академические базы, факт-чекинг и модерацию. Этот технологический тандем сделает распространение лжи сложным, а поиск правды доступнее. Я лично давно не использую поисковые системы для важных решений. Предпочитаю находить книги, исследования, вникать в суть, а не кликать по первым попавшимся ссылкам. ИИ-ассистенты, сотни, а потом и десятки тысяч, способны в будущем стать мощнейшей защитой от ложных потоков. Они помогут нам фильтровать информацию, пропуская через многоступенчатые проверки.
Мир избавится от навязчивого лжемаркетинга, информационного мошенничества, и люди, наконец, перестанут тратить свою жизнь на сомнительные сервисы и бесполезные курсы. Социологические исследования показывают, что дезинформация может происходить из множества источников, включая личные связи, о чем свидетельствуют данные таких организаций, как Pew Research Center. Задокументированные случаи показывают, что онлайн-мошенничество и псевдокурсы лишали людей миллионов долларов, что побудило такие органы, как Федеральная торговая комиссия США, принять меры. Путь к этому не стать банкротом по жизни начинается с главного шага — настройки каналов информации. Очистив разум, обновив знания, мы сделаем себя неуязвимыми для манипуляций. Появится время для саморазвития, спорта, отдыха, творчества. Мы перестанем быть бесплатными компьютерами для корпораций, загоняющих нас в воронки потребления. Мы сможем увидеть альтернативы, о которых даже не подозревали, если бы слепо следовали подсказкам поисковиков. В конечном итоге, очищая информационное пространство, мы возвращаемся к подлинному человеческому бытию, рациональному поиску истины, свободе от навязанного выбора, творчеству и мыслям о сути жизни. И когда каждый научится распознавать и отбрасывать ложь, инфо-цыгане станут всего лишь реликтом прошлого, а мы вступим в эпоху интеллектуальной зрелости и ясности. Используйте искусственный интеллект осознанно. Учитесь у великих мыслителей, проверяйте источники, защищайте детей, внуков и правнуков от дезинформации. Пусть ваш ум станет фильтром, а не губкой. Тогда вы сможете управлять своей судьбой, а не становиться жертвой чужих манипуляций. В этом и есть суть информационной экологии эпохи искусственного интеллекта. Научиться думать, сомневаться и выбирать, чтобы не стать заложником хаоса, а вырваться из него к свободе и прогрессу. Маршалл МаКлюэн, годы жизни 1911-1980, был канадским философом в области теории коммуникации, утверждавшим, что средства массовой информации формируют и контролируют масштаб и характер человеческих взаимодействий и действий. Нил Постман, годы жизни 1931-2003, был американским культурным критиком, который предупреждал, что избыток фрагментированной информации подрывает контекст и критическое мышление. Чрезмерное воздействие противоречивой информации может подорвать уверенность в себе, что подтверждено в различных психологических журналах. Как ведущий инженер в области компьютерных технологий, я уверен, если вы чувствуете, что вас уже обманули, значит, пришло время переоценить информационные каналы. Мир уходит от слепого поклонения брендам и навязчивой информации. Благодаря современным технологиям каждый может стать творцом своих источников, создавать собственный бренд знаний и решений. В этой книге я раскрываю различные аспекты проблемы и обязуюсь регулярно читать лекции по теме. Я готов делиться с вами достоверными источниками, а взамен хочу услышать ваши истории. Как изменилась ваша жизнь после того, как вы очистили информационное поле, какие новые каналы вы используете? От океана данных к истине. Первое. Критическое мышление как основной навык. Важность. Умение сомневаться и проверять достоверность фактов помогает избежать манипуляций. Пример. Прежде чем принять решение о покупке курса, сравните отзывы из разных источников и убедитесь, что они не являются проплаченными. Второе. Регулярная фильтрация информационных потоков. Важность. Избавление от ложных или устаревших каналов сведений снижает риск дезинформации.
Пример. Ежемесячно пересматривайте списки новостных сайтов и блогов. Отписывайтесь от тех, которые неоднократно публиковали сомнительный контент. Третье. Использование ИИ в качестве союзника, а не замены мышления. Важность. Искусственный интеллект может отсортировать данные, но окончательные выводы должен делать человек. Пример. Применение ИИ-ассистентов для проверки фактов или поиска научных статей, но всегда самостоятельно оценивайте их надежность. Четвертое. Прививание критичности детям и подрастающему поколению. Важность. Молодые люди, наученные различать правду и ложь, не станут жертвами массовых манипуляций. Пример. Обсуждайте с детьми новости, показывая, как искать первоисточники или разбирать факты от вымысла. Пятое. Долгосрочная польза от проверки источников и отказа от ложных быстрых решений. Важность. Правильная информация экономит время и ресурсы, формируя стабильную основу для личного и профессионального развития. Пример. Вместо покупки сомнительного, быстрого курса по заработку изучите проверенные образовательные ресурсы и книги, чтобы получить надежные навыки на годы вперед. Глава 9. Магия времени. Искусство эффективного управления. Время — это самое ценное, что человек может потратить. Теофраст. Еще в 2008 году, обучаясь в Сенека-колледже по программе бизнес-менеджмента и администрирования, мне довелось попробовать курс, посвященный управлению временем. Я тогда и не подозревал, насколько этот навык окажется фундаментальным. Предыдущие главы мы посвятили фильтрации информационных потоков, своеобразной зачистке сознания от ложных данных и инфо-цыганских капканов. Но очистить каналы восприятия — лишь половина дела. Теперь перед нами стоит следующий шаг. Как эффективно управлять самым дефицитным и одновременно ценным ресурсом — нашим временем? Сравнивая свой опыт с накопленной мудростью философов и мыслителей прошлого и настоящего, я осознал, что искусство распоряжения временем — это один из ключевых навыков, от которых напрямую зависят наши результаты и личное благополучие. Человек, который сдвинет гору, начнет с переноса маленьких камешков. Конфуций. Если информация — это топливо для сознания, то время — тот самый ограниченный сосуд, в который мы его заливаем. И от того, насколько умело мы распоряжаемся этим сосудом, зависит, как далеко продвинемся к нашим целям. В разные эпохи мудрецы и мыслители понимали — время невосполнимо. Бенджамин Франклин резюмировал: «Потерянное время никогда не вернуть». Позже Стивен Кови развил эту мысль. Мы не просто тратим время, мы его инвестируем в свое будущее. Главное — не приоритизировать то, что уже стоит в вашем расписании, а включать в расписание то, что действительно важно. Стивен Р. Кови. Древние философы, новое время, современная эпоха — принципы рационального использования времени становились источником успеха для деятелей науки, искусства, политики. Примером структурированного подхода стала матрица Эйзенхауэра. Делать. Срочные и важные. Требуют немедленного отклика. Это, как правило, кризисные ситуации или задачи с критическими дедлайнами. Их своевременное выполнение обеспечивает выживание ваших проектов, создавая прочную основу для дальнейшего развития. Планировать. Важные, но не срочные.
представляет собой долгосрочные стратегические задачи, влияющие на устойчивость вашего прогресса. Сюда относятся самообразование, освоение новых технологий, укрепление дружеских и деловых связей. Пренебрежение ими со временем ведет к ослаблению вашего роста. Делегировать. Срочные, но не важные. Требует внимания, но не приносит значимой ценности. Это обычно рутинные дела или встречи без четкого результата. Их лучше делегировать или свести к минимуму, чтобы не распылять свою энергию на малозначимые направления. Убрать. Несрочные и неважные. Становятся рассеиванием времени. Такие занятия, не несущие долгосрочной пользы, например, бессмысленный просмотр контента, со временем сами уходят из вашего списка по мере формирования зрелого подхода к управлению задачами. Эта идея призывает нас отличать истину от шума, стратегические направления от мелочных отвлекающих мелочей. То, что важно, редко бывает срочным, а то, что срочно, редко бывает важным. Дуайт Эйзенхауэр. Помню, в 2008 году в аудитории Сенека колледж шел дождь, а я, сидя за столом с теплой чашкой кофе, пытался осознать суть нового для меня подхода. За окном рябили капли, а внутри я чувствовал легкое волнение и предвкушение. Сможет ли знание о распределении времени изменить мою жизнь? Оглядываясь назад, понимаю, да, смогло. Время — это нечто иное, как форма внутреннего чувства, которое, согласно нашей природе, необходимо для всех интуиций. Иммануил Кант. Когда вы начинаете управлять временем, вы осваиваете искусство не только сортировки задач, но и осознанного выбора. Первым шагом, как я делал тогда, составьте список всех задач. Запишите их в блокнот или электронный документ. Со временем вы научитесь держать многое в голове, фильтруя их по приоритетам, но на старте важно визуализировать все. Управление временем — это практика, и вы сотни раз будете корректировать свой список, расширять или сужать его. Так вы создадите свою матрицу, карту, отражающую ваши дела. Единственное ограничение для нашего осуществления завтрашнего дня — это наши сомнения сегодняшнего дня. Франклин Рузвельт. Начните со срочных и важных. Они фундамент. Например, вам нужно позавтракать, прежде чем приступать к проекту. Завтрак может показаться мелочью, но без него вы не сможете эффективно работать. Однако при изменении обстоятельств, скажем, возник срочный проектный дедлайн, завтрак может отступить на второй план. Так вы учитесь гибко реагировать на реальность. Это и есть ваше кунг-фу времени. Умение жонглировать приоритетами, не теряя цельности картины. Время — это созданная вещь. Говорить «у меня нет времени», как сказать «я не хочу». Лао Цзы. После срочных и важных задач переходите к срочным, но менее важным. Они не отнимают много времени и приносят облегчение психике, освобождая пространство для более серьезных дел. Затем займитесь важными, но не срочными. Это стратегическая работа над долгосрочным развитием. Наконец, те задачи, что несрочны и не важны, часто отпадают сами собой, теряя смысл и исчезая из списка. Например, бессмысленный просмотр случайного фильма. Но время не только о механическом распределении дел. Важен эмоциональный фон. Вспомните слова Будды «сосредоточься на настоящем моменте». Ваше настроение, самочувствие, даже погода за окном влияют на выбор последовательности задач. Если день кажется пасмурным и унылым, попробуйте начать с дел, приносящих позитивный эмоциональный результат. Это создаст моральный фон, поможет чувствовать себя увереннее. Если же вы полны энергии,
Начните с тех задач, которые менее эмоционально приятны, но все же важны. Так вы создадите баланс, своеобразный инь и ян управления временем. Не то, что у нас мало времени для жизни, а то, что мы тратим много из него впустую. Сенека. Сегодня для меня управление временем вышло на новый уровень благодаря искусственному интеллекту. Раньше, прочитав множество книг, я учился оптимизировать свой день самостоятельно. Теперь же у меня есть искусственный интеллект, способный понимать меня с полунамека, настраивать списки задач, давать четкие инструкции по их выполнению. Если раньше написать сообщение бизнес-партнеру занимало 30 минут, искусственный интеллект делает это за считанные секунды. Этот слаженный оркестр из виртуальных помощников освобождает мое время для более творческих проектов. Я могу делегировать задачи не только сотрудникам, но и алгоритмам. И кто знает, может, в будущем целые компании будут состоять из роботов, а мы, люди, станем тратить больше времени на менее срочные, но эмоционально приятные дела, вроде просмотра фильма с семьей. Делегирование времени и обязанностей — еще одна важная сторона вопроса. Как когда-то крупные лидеры делегировали дела подчиненным, так теперь мы можем делегировать определенную часть наших задач искусственному интеллекту. Использование искусственного интеллекта сегодня напоминает синергию классических принципов с передовыми технологиями. Искусственный интеллект анализирует наш опыт, подсказывает оптимальный порядок дел, избегает перегрузок и помогает нам вкладывать время в самые ценные. Благодаря этому мы можем инвестировать минуты, часы, дни в свое развитие, а не растрачивать их впустую, выполняя скучную работу. Конечно, управление временем — задача сложная. Это навык, который не вырабатывается за одну ночь, и у кого-то может уйти на его отработку годы. Бывают дни болезни, форс-мажоры, внешние обстоятельства ломают планы. В такие моменты важно проявить гибкость и принятие, перестроить расписание, разрешить себе отдохнуть, адаптироваться. В этом проявляется человечность, эмпатия к самому себе, понимание, что не все подвластно нашему контролю. Осваивать навыки управления временем можно всю жизнь. Изучайте опыт предшественников, обращайтесь к философам и предпринимателям, читайте книги и пользуйтесь современными инструментами. Если вам уже за 40 лет или больше, и вы лишь сейчас осознали, сколько времени ушло впустую, не расстраивайтесь. Никогда не поздно начать. Ведь осознанный подход ко времени не только повысит вашу продуктивность, но и сделает жизнь более красочной, осмысленной и радостной. Не стоит забывать о человеческой составляющей. Я пишу эти книги для своих детей и внуков, чтобы они понимали, насколько важно управлять своим временем. Но как же приятен тот момент, когда вы смотрите на свой список задач и чувствуете спокойствие, зная, что все структурировано и находится под вашим управлением. Это и есть магия времени, понимание того, что каждый час можно инвестировать в ценное, важное и значимое. Если эта глава и весь мой опыт окажутся полезными для вас, поделитесь ими с близкими. Возможно, научившись управлять своим временем, вы не просто избежите банкротства в жизненных трендах, но и сделаете свою жизнь и жизнь ваших родных более позитивной, красочной и наполненной смыслом. Берегись бесплодия занятой жизни. Сократ. От философии к практике. Первое. Создание индивидуальной матрицы приоритетов. Важность. Определение критериев важности и срочности позволяет целенаправленно инвестировать время в наиболее значимые проекты. Пример. Разработайте собственную версию матрицы Эйзенхауэра.
адаптируя ее под ваши жизненные и профессиональные цели и регулярно обновляйте список задач. Второе. Интеграция ИИ для оптимизации графика. Важность. Использование интеллектуальных ассистентов и специализированных платформ помогает анализировать временные затраты и автоматически распределять задачи по приоритетам, что повышает общую эффективность. Пример. Применяйте такие платформы, как Asana, ClickUp или Motion для автоматического распределения задач и предотвращения перегрузок. Третье. Осознанное определение долгосрочных целей. Важность. Четкое формулирование долгосрочных намерений помогает избежать затрат времени на малозначимые направления и направляет усилия на достижение существенных результатов. Пример. Перед началом работы над рутинными делами сформулируйте свои долгосрочные цели и регулярно сверяйте текущие задачи с этими целями. Четвертое. Критический анализ несрочных, но важных задач. Важность. Уделение внимания задачам, имеющим высокую ценность для личного роста и профессионального развития, способствует постоянному прогрессу. Пример. Используйте ИИ-аналитику для определения оптимальных сроков выполнения важных, но несрочных задач, таких как самообразование или укрепление деловых связей. Пятое. Делегирование рутинных процессов системам искусственного интеллекта. Важность. Автоматизация повторяющихся низкозначимых задач освобождает время для творческой работы и личного участия. Пример. Передавайте алгоритмам задачи, такие как планирование встреч или обработка электронной почты, чтобы сосредоточиться на более творческих проектах. Шестое. Эмоциональный баланс и mindful подход. Важность. Оценка эмоционального и физического состояния перед началом работы помогает создать гармонию и повысить продуктивность. Пример. Используйте техники осознанности mindfulness для сосредоточения на настоящем моменте и уменьшения отвлекающих мыслей. Седьмое. Регулярный пересмотр расписания. Важность. Постоянный анализ использования времени и внесение корректировок помогает поддерживать рациональное распределение ресурсов и оптимизировать структуру дня. Пример. Периодически анализируйте свой график с помощью ИИ-помощников, чтобы выявить и устранить неэффективные временные затраты. Восьмое. Развитие навыков управления временем и наставничества. Важность. Постоянное самообразование и обмен опытом с коллегами и экспертами способствуют совершенствованию стратегий управления задачами. Пример. Читайте книги классических авторов по управлению временем, участвуйте в семинарах и консультируйтесь с наставниками для улучшения своих навыков. Девятое. Этическое измерение и социальная ответственность. Важность. Учет последствий распределения времени для окружающих способствует укреплению доверия и созданию благоприятной профессиональной среды. Пример. Отведите время для помощи коллегам и участия в социальных проектах, что улучшит вашу репутацию и создаст позитивную атмосферу. Десятое. Постоянная адаптация к переменам. Важность. Гибкость и способность быстро реагировать на изменения обеспечивают конкурентные преимущества и устойчивость в управлении временем. Пример. Будьте готовы перестраивать планы, внедрять новые инструменты ИИ и отказываться от устаревших методик в ответ на изменяющиеся обстоятельства и требования.
Глава 10. Мистика. Когнитивный интеллект. Настоящее знание — это осознание пределов своего невежества. Конфуций. В предыдущих размышлениях мы пришли к пониманию, что умение контролировать информационные потоки и разумно распоряжаться временем — лишь исходные ступени на пути к более глубоким, трудно объяснимым пластам человеческого сознания. Мы уделяли внимание очистке мыслительного пространства, умению отсеивать лишнее, освобождать ум от постороннего шума. Все это подготовило почву для осмысления еще более тонкой и загадочной сферы, именуемой нами когнитивным интеллектом. Теперь наступает момент погрузиться в этот мистический мир, где рациональное встречается с иррациональным, осознанное переплетается с неосознанным, а повседневная логика соприкасается с трудно описываемыми феноменами сознания. Познать себя — начало всей мудрости. Аристотель. Последние десятилетия стали ареной кардинального сдвига культурных и интеллектуальных ориентиров. Наступившая эпоха Водолея — это концепция в астрологии, представляющая сдвиг к более гуманитарным и интеллектуальным ценностям, о которой говорят мыслители и ученые новой эпохи, вносит особые детали в наше восприятие действительности. Некогда люди опирались преимущественно на эмпирические данные и логику. Теперь же все большее значение приобретает интуиция, представление о квантовой природе реальности и внутренние голоса, подсказывающие решения в ситуациях, когда привычные методы анализа бессильны. Такое явление можно назвать своеобразным выходом за пределы общепринятого мышления, интеллектуальным прорывом, расширяющим границы познания. Практика медитации показала свою эффективность в улучшении когнитивных функций и регулировании эмоций, что поддерживает развитие когнитивного интеллекта. Природа не спешит, но все достигается. Лао Цзы. Когнитивный интеллект, возможно, и есть та невидимая сила, определяющая поведение человека в критические моменты. Представьте, как вы идете по сложному жизненному пути, сталкиваясь с тяготами, угрозами и кризисами. В такие минуты обычный рассудок недостаточен. Именно тогда на сцену выходит когнитивный интеллект, внутреннее чутье, проявляющееся в снах, неожиданных прозрениях, интуитивных озарениях или внезапном чувстве тревоги, удерживающем нас от роковой ошибки. Теория множественных интеллектов Говарда Гарднера включает такие аспекты, как межличностный и интрапсихический интеллект, которые являются важными для когнитивного интеллекта. Тот, кто покоряет себя, — величайший воин. Конфуций. В ночь перед важной сделкой, когда на кону стояли крупные деньги, мне приснился вещий сон, предостерегающий от сомнительных инвестиций и тем самым спасший меня от существенной утраты. Этот случай наглядно демонстрирует, как когнитивный интеллект, словно незримый советчик, уберег от катастрофы. Открытие квантовой механики в начале XX века произвело революцию в нашем понимании реальности, влияя на современные представления о когнитивных процессах. Мы можем расценивать такие ситуации как проявление интуиции, мистики или неких квантовых взаимодействий между сознанием и скрытыми структурами мироздания. Вспомним слова Руми: «Позволь себе быть тихо ведомым странным притяжением того, что ты действительно любишь. Оно не сведет тебя с пути». Если квантовая механика вас не потрясла глубоко, значит, вы ее еще не поняли. Нильс Бор. Однако важно отличать когнитивный интеллект от иллюзий, вызванных внешними вещами — алкоголем, наркотиками. Чистый мозг, свободный от токсинов, работает яснее.
галлюцинации под воздействием наркотиков, искаженное восприятие, лишенное истинности. Освобождение ума дает шанс ощутить сложные уровни реальности. В незамутненном сознании возникают необъяснимые истории, отражающие исключительный потенциал человеческого разума, его творческий потенциал и способность улавливать тончайшие сигналы мира. Исследования в области когнитивной нейронауки продемонстрировали способность мозга адаптироваться и реорганизовываться, что известно как нейропластичность. Во всем хаосе есть космос. В каждой неразберихе скрыт секретный порядок. Карл Юнг. Когнитивный интеллект — неотъемлемая часть внутреннего мира, ключ к познанию себя и Вселенной. Это путешествие вглубь собственного характера и убеждений, где человек преодолевает страх и обретает стойкость перед лицом неизвестности. Речь идет не только об интеллектуальном просвещении, но и об эмпатии к самому себе, о сострадании к своей уязвимости и понимании смыслов, ускользающих от поверхностного взгляда. Теории Зигмунда Фрейда о бессознательном разуме повлияли на современные представления о когнитивном интеллекте и поведении человека. Встреча двух личностей подобна контакту двух химических веществ. Если происходит какая-либо реакция, оба трансформируются. Карл Юнг. Исторические примеры показывают, что выдающиеся мыслители, ученые и лидеры придавали интуиции важнейшее значение. Альберт Эйнштейн утверждал, интуитивный ум — это священный дар, а рациональный ум — верный слуга. Величайшие открытия и важнейшие решения часто рождались не из линейных рассуждений, а из смутных догадок, глубинного ощущения правильности пути. Можно воспринимать это как стремление проникнуть в самые глубины реальности, веру в то, что за пределами механистических законов скрыта таинственная энергия. Именно здесь квантовая физика открывает перед нами феноменальные тайны, обещая эволюцию представлений о пространстве, времени и сознании. Если когнитивный интеллект действует за рамками привычного рационального восприятия, можно предположить его взаимодействие с квантовым миром, где отсутствуют жесткие причинно-следственные связи, но есть пространство для возможностей, пробуждения и трансцендентного опыта. Мера интеллекта — это способность изменяться. Эйнштейн подчеркивал, что умение адаптироваться к новому, улавливать связи и интуитивно чувствовать путь вперед — признак подлинной мудрости. Когнитивный интеллект, возможно, выступает мостом между интуицией, воображением и логикой, создавая гармонию между разумом и чувствами. Полный отказ от алкоголя приведет к очищению сознания, озаренного яркими снами и мистическими ситуациями. Это ли не подтверждение силы когнитивного интеллекта? Возможно, речь о расширении горизонтов сознания, о доминировании внутреннего голоса над внешними влияниями. Осознав силу своих внутренних ресурсов, человек начинает ценить нравственные нормы, уважение к себе и окружающим, этические принципы и моральные ценности при принятии решений. Мы не видим вещи такими, какие они есть. Мы видим их такими, какие мы есть. Анаис Нин. Наши убеждения создают самобытность и наследие, а когнитивный интеллект оттачивает их, помогая ориентироваться среди кризисов, боли и страданий. Нам нужны не только знания, но и глубинные чувства смысла, надежда на то, что мы можем преодолевать препятствия, расти над собой, оставляя след в истории. Практика показывает, многие успешные личности указывают на невидимый аспект своего успеха — интуицию, связанную с тонкими структурами мира.
Можно скептически относиться, считая это совпадением, но если рассматривать сознание через призму квантовой теории, где тонкая материя и энергия переплетены, то подсознание способно предчувствовать угрозы или подсказать верный курс. Может ли наше подсознание стать пристанищем для самобытности и страстного стремления к новаторству, где рациональные рамки тесны, а нестандартные решения возникают спонтанно? Все это требует определенных условий: чистоты ума, отказа от саморазрушительных привычек. Человек, подавляющий разум токсинами, мешает проявлению глубинного потенциала. Напротив, воспитание детей в условиях самостоятельности, когда лишенные излишней опеки подростки вынуждены зарабатывать, решать проблемы и познавать мир без роскоши, формирует упорство, непоколебимость и искренность восприятия. Такой опыт закладывает основу для развития когнитивного интеллекта, проходя через противостояние, самопожертвование, упорный труд и терпение, осознавая свою уязвимость и становясь сильнее. Если предположить, что когнитивный интеллект — это проявление квантовой чувствительности, мы прикасаемся к философским и религиозным вопросам. Вера в загробную жизнь, расширение сознания после смерти тесно связаны с надеждой постичь вечные смыслы. Может ли квантовая природа сознания объяснить мистические истории, вещи сны, предчувствия, указывающие дорогу в темноте? Тогда когнитивный интеллект — ключ к пониманию нашего места во Вселенной, осмыслению нравственных принципов и глубинных законов бытия. История учит нас, что многие философы, ученые и мудрецы призывали к самоанализу, признанию ограниченности своих знаний, к уважительному отношению к интуиции. Один из путей для развития когнитивного интеллекта — медитация, погружение в себя, настройка на внутренний ритм. В центре своего бытия у тебя есть ответ. Ты знаешь, кто ты и чего хочешь. Лао Цзы говорил о необходимости слушать внутренний голос, освобождаться от страха ошибиться, проявлять мужество и храбрость, идти дальше рациональных пределов. В таких состояниях происходит исцеление духа, преображение мировоззрения, трансформация представлений о возможном. Мы обретаем величие человеческого духа. Конечно, можно сомневаться, объясняя все совпадениями. Но разве отказ от исследования когнитивного интеллекта не лишает нас расширения горизонтов? Стоит ли игнорировать опыт, помогающий избежать катастроф, совершать мудрый выбор в решающее мгновение? В перспективе, если когнитивный интеллект — часть квантовой реальности, наука однажды может дать нам ответы. Но пока этого не произошло, мы можем лишь испытывать почтительное отношение к тайне, искать смыслы, стремиться к просвещению, раскрывать значимость своего бытия. Искусство нахождения равновесия между рациональным и иррациональным, поиск гармонии между сдержанностью и склонностью к мечтаниям — это навигатор в мире неопределенности. Для этого нужна стойкость, устойчивость, ответственность за последствия, способность к адаптации, нравственные принципы, умение признавать собственную уязвимость. Размышляя о будущем, можно подчеркнуть роль наставничества, обучения ценностям, передачи опыта детям. Осознание не только знаний, но и внутреннего голоса формирует гуманистический взгляд на мир, эмпатию, доброту к другим. Это укрепляет дружбу, товарищество, солидарность. Такие люди ценят достоинство, верность, честность, умеют сопереживать, находить свет даже в самых сложных ситуациях. Итак, когнитивный интеллект — многослойный феномен, охватывающий не только интеллектуальный потенциал, но и духовные, эмоциональные, квантовые аспекты существования. Он побуждает к самоанализу, смирению перед непознаваемым,
признанию многомерности реальности. Он призывает соблюдать этические нормы, раздвигает границы человечности, формирует чувство принадлежности к чему-то более значимому, чем простой физический мир. Постигая это, мы обретаем невозмутимость перед лицом непостижимого. С повышенным любопытством мы смотрим на мир, осознавая, что наше жизненное путешествие не просто борьба за выживание, а стремление к подлинности, преодолению ограничений, раскрытию внутреннего гения, достижению светлого духовного роста. Применяя когнитивный интеллект к реальности, мы способны совершать прорывы, идти к цели, проявлять оптимизм, мотивацию к совершенствованию. Если признать, что человек в значительной мере создается своими убеждениями, то когнитивный интеллект становится источником веры в прогресс сознания, в возможность стать лучше. Мы обретаем надежду, что осознание глубин сознания — путь к благородству, к принципам морали, к обновлению, самобытности, к принятию многообразия. Нет окончательных ответов. Смысл жизни остается под вопросом, но именно это стимулирует рост, вдохновение, творчество и креативность. Таким образом, в этой главе мы исследовали мистику когнитивного интеллекта, связав его с философскими идеями о природе интуиции, с квантовыми парадоксами, с самоанализом, с воспитанием в условиях трудностей, с поиском этических ориентиров. Мы увидели, как освобождение ума, преодоление личных привычек, дисциплина и внутренняя чистота ведут к раскрытию когнитивного интеллекта. Проследили, как он может предотвратить финансовые ошибки, поддержать в условиях неопределенности, научить не бояться мечтать и созидать. В центре своего бытия у тебя есть ответ. Ты знаешь, кто ты и чего хочешь. Лао Цзы, как путевая нить, напоминает: там, где рациональное отступает, где царит недосказанность и мечта, когнитивный интеллект помогает найти дорогу. Пусть эта глава станет призывом к чтению между строк реальности, к уважению нематериальных сил сознания, к способности распознавать скрытые сигналы. Когнитивный интеллект — не привилегия избранных, а способность каждого, кто желает слушать внутренний голос, проявлять упорство, искренность, смирение, терпение, доброту, милосердие и через преодоление трудностей находить внутреннюю силу, стабильность и целостность. В конечном счете, тот, кто научился использовать когнитивный интеллект, не просто решает задачи, но и придает жизни глубину и значимость. Так рождается синергия между разумом и душой, формируется цельная личность, способная привнести в наследие цивилизации укрепление нравственных принципов, стимулировать эмпатийный диалог, наставничество, новаторство и прогресс. Этот путь непрост, требует времени, самоанализа, способности адаптироваться, признания уязвимости, готовности к противостоянию своим слабостям. Но именно в этой сложности расцветает истинный свет человеческого духа, осознавшего, что его внутренняя мудрость превосходит сумму накопленных знаний. Душа окрашивается цветом своих мыслей. Марк Аврелий. От пределов разума к секретам сознания. Первое. Практика осознанности и медитации. Важность. Выделение времени для внутреннего погружения способствует развитию способности улавливать тончайшие сигналы сознания и повышает чувствительность к внутреннему голосу. Пример. Отключение от внешнего шума и сосредоточение на дыхании помогают глубже понять свои мысли и чувства. Второе. Отказ от разрушающих привычек и укрепление здоровья. Важность. Чистота ума, поддерживаемая здоровым образом жизни, создает благоприятную среду для проявления интуиции и когнитивных процессов. Пример.
Отказ от алкоголя и наркотиков улучшает ясность мышления и способствует когнитивной гибкости. Третье. Развитие интуиции через творческие практики. Важность. Занятия искусством и другими формами творчества развивают способность выходить за пределы линейного мышления и использовать воображение. Пример. Творческое письмо или рисование позволяет выразить идеи спонтанно, что способствует развитию когнитивного интеллекта. Четвертое. Обращение к междисциплинарным знаниям. Важность. Изучение различных областей знаний помогает создать широкую картину реальности и связывает когнитивный интеллект с наукой, искусством и духовным опытом. Пример. Изучение квантовой физики вместе с философией расширяет понимание природы сознания. Пятое. Наставничество и обмен опытом. Важность. Общение с единомышленниками и обмен опытом расширяет представление о собственных возможностях и помогает интегрировать новые инсайты. Пример. Участие в семинарах по медитации и обсуждение философских концепций с другими практикующими углубляет понимание когнитивного интеллекта. Шестое. Поддержка детей в развитии самостоятельности и ответственности. Важность. Воспитание навыков самостоятельного поиска решений и критического анализа формирует характер и закладывает фундамент для развития когнитивного интеллекта. Пример. Предоставление подросткам возможности решать реальные жизненные задачи способствует развитию упорства и стойкости. Седьмое. Самоанализ и ведение интеллектуального дневника. Важность. Запись снов, мыслей и озарений помогает выявить закономерности и понять, при каких условиях когнитивный интеллект проявляется наиболее эффективно. Пример. Ведение дневника интуитивных прозрений позволяет отслеживать развитие внутреннего голоса и его влияние на принятие решений. Восьмое. Вера в возможность прогресса и обновления. Важность. Поддержание оптимизма и уверенности в прогрессе сознания способствует личному росту и вкладу в культурное наследие человечества. Пример. Уверенность в том, что исследование собственного сознания приведет к улучшению личной эффективности и моральных принципов. Девятое. Наблюдательность и открытость к новому опыту. Важность. Внимательное восприятие мира и готовность пересматривать убеждения укрепляют связь с внутренними ресурсами сознания и расширяют границы познания. Пример. Задавание вопросов и принятие новых идей помогает адаптироваться к изменениям и использовать когнитивный интеллект в новых ситуациях. Глава 11. Искусственный интеллект. Синергия человека и машин. Недостаточно иметь хороший ум. Главное — умело его использовать. Рене Декарт. В предыдущих главах мы неоднократно подчеркивали важность фильтрации информации, рационального управления временем и осознанной адаптации к стремительным технологическим переменам. Теперь мы подходим к одному из ключевых рубежей нашего столетия — феномену искусственного интеллекта. Еще в недавнем прошлом мне приходилось тратить бесчисленные часы на поиск данных, чтение контрактов, попытки оптимизировать работу сотрудников, и тогдашние методы казались изнурительно медленными.
В 1998 году внедрение поискового алгоритма Google произвело революцию фильтрации информации, обеспечивая более эффективные и релевантные результаты поиска для пользователей по всему миру. В 2011 году компьютер IBM Watson победил двух величайших чемпионов шоу Jeopardy, продемонстрировав передовые возможности искусственного интеллекта в понимании и обработке естественного языка. В 2025 году, стоя на пороге уже свершившихся изменений, я осознаю, что использование искусственного интеллекта превращает задачи, которые раньше занимали недели, в дело считанных секунд. Необходимость — мать изобретений. Платон. Но какова цена такого прорыва? Стоит ли сожалеть о том, что не родился на десятилетие позже, чтобы с самого детства иметь доступ к алгоритмам, для которых рутинная работа — всего лишь мгновенный миг вычислений? Или нам следует радоваться тому, что мы — современные наблюдатели эволюции технологической мысли, где амбиции ученых, инженеров и предпринимателей воплощаются в коде и железе, освобождая человека от бремени рутинных операций? Искусственный интеллект сегодня уже не просто научные концепции или спекулятивная фантазия. Это реальность, в которой человечность и машина соединяются в тесном товариществе, задающем новые стандарты эффективности, качества жизни и подлинности восприятия данных. Еще несколько десятилетий назад предположение, что компьютер сможет за считанные секунды анализировать тысячи страниц юридической или финансовой документации, казались мечтательностью в чистом виде. Мы прошли путь от механических вычислителей середины XX века, ориентированных на арифметические задачи, к сложным нейронным сетям, способным распознавать образы, синтезировать речь и понимать контекст. Возникла инновация, позволившая нам преодолеть кризис информационного перенасыщения. Если прежде мы страдали от кризиса восприятия данных, то теперь искусственный интеллект структурирует хаос, находит закономерности и преодолевает пороги сложности, ранее недоступные человеческому уму. Технология лучше всего работает, когда она объединяет людей. Мэтт Мулленвек. Однако здесь встает классический вопрос об этичном измерении прогресса. Стало ужасно очевидно, что наша технология превзошла нашу человечность. С этими словами, приписываемыми Альберту Эйнштейну, мы сталкиваемся с предостережением о том, что в гонке за прогрессом мы рискуем утратить доброту и благоговение перед человеческими ценностями. Искусственный интеллект — это не просто технологический инструмент, но и эволюция социального и морального ландшафта. Как предотвратить опасность дегуманизации, сохранить справедливость и равенство в эпоху машинного интеллекта? Образование — самое мощное оружие, которое вы можете использовать, чтобы изменить мир. Нельсон Мандела. Если когда-то образование было строго линейным и одинаковым для всех, то с внедрением искусственного интеллекта учебный процесс становится адаптивным и персонализированным. Просвещение теперь не просто набор фактов, а обучение в атмосфере эмпатии, где алгоритмы анализируют навыки студента, подстраивают материал под его темп и тип восприятия. Так мы преодолеваем трудности традиционной системы, где одаренный ученик скучает, а отстающий теряется. Искусственный интеллект позволяет преподавателям сосредоточиться на наставничестве, проявлять сострадание и развивать креативность и характер учеников. Освобожденные от рутинной проверки работ, педагоги обретают время для углубленных дискуссий, а достоинства учеников получают новый импульс для формирования личности. Но сохраняется вопрос:
как обеспечить честность алгоритмов и избежать влияния предвзятости данных. Сможет ли искусственный интеллект сохранить человечность процесса обучения или превратить его в утонченную форму дрессировки? Истинная проблема не в том, думают ли машины, а в том, думают ли люди. Б. Ф. Скиннер. Этот афоризм подчеркивает, что искусственный интеллект сам по себе нейтрален. Принципиально важна роль человека в определении его применения. Некоторые профессии исчезнут, другие переживут трансформацию и станут более сложными и творческими. Страх потери работы вполне оправдан, но данные указывают на позитивные тенденции. В высококвалифицированных отраслях внедрение искусственного интеллекта коррелирует с ростом занятости и заработных плат. Мы обретаем свободу от рутинных задач, можем развивать мастерство стратегического анализа, повышая ценность человеческого интеллектуального вклада. Будущее — это возможность сочетать человеческую интуицию и любовь к познанию с логикой машин, чтобы создавать устойчивые инновационные решения. Появятся роли нового типа. Менеджеры, способные понимать идентичность алгоритмов, этические эксперты, философы технологий. Ответственность за выбор лежит на нас. Применить искусственный интеллект для прогресса и благородства общества или скатиться к эксплуатации, игнорируя мораль. В 2019 году Организация Объединенных Наций запустила инициативу AI for God, подчеркивая ответственность человечества за этичное использование технологий ИИ для улучшения общественного благополучия и предотвращения злоупотреблений. Я часто фантазирую о квантовом интеллекте. Квантовые компьютеры — революция в вычислительных мощностях, а квантовый интеллект мог бы означать скачок формам сознания, несовместимым с привычной логикой. Может ли квантовый искусственный интеллект обладать эмпатией, неповиновением шаблонам, независимостью и даже оригинальностью? Любая достаточно продвинутая технология неотличима от магии. Артур Кларк. Нам предстоит поиск новых форм восприятия, где машина перестает быть чужеродной и становится партнером, обладающим эмоциональным диапазоном, целостность которого расширит границы понимания. Без этики и принципов ответственности за внедрение искусственный интеллект может привести к кризису доверия. Мы обязаны учитывать милосердие к тем, кто боится перемен, сочувствие к уязвимым группам и эмпатию к тем, чьи профессии исчезнут или преобразятся. Технология лучше всего работает, когда она объединяет людей. Мэтт Мулленвек. Искусственный интеллект должен способствовать синергии сообществ, укреплять человечность, а не подрывать ее. Настоящее пробуждение сознания в эпоху искусственного интеллекта — это осознание своей ответственности за то, как мы направляем технологии. В медицине искусственный интеллект уже сегодня помогает находить лекарства, снижающие страх перед смертельными болезнями. Исцеление становится не просто лечением, но прогнозированием и предотвращением. В 2020 году платформы на базе искусственного интеллекта, такие как AlphaFold от DeepMind, достигли значительных прорывов в предсказании сворачивания белков, ускоряя открытие лекарств и способствуя развитию методов лечения смертельных болезней. В космосе искусственный интеллект прокладывает маршруты, анализирует горы данных, чтобы преодоление границ привычного мира стало возможным. В 2021 году марсоход Perseverance от НАСА, оснащенный технологиями искусственного интеллекта, успешно прошел по поверхности Марса и собрал данные для поддержки будущих миссий. Но стоит ли вторгаться в путешествие за пределы известного без ответов на вопросы о морали?
Искусственный интеллект способен открывать скрытые закономерности в массиве исторических данных. Мы можем выявить наследие цивилизаций, понять значимость традиций, оценить величие культур, блеск и твердость их идеологии, увидеть, как эволюция идей формирует настоящее. Но здесь важна искренность. Если алгоритмы получают искаженные данные, уязвимость истины возрастает. Недостаточно иметь хороший ум, главное — умело его использовать. Рене Декарт. В вопросах лидерства искусственный интеллект может анализировать биографии, выделять мотивы, настойчивость и решимость выдающихся личностей. Однако превратит ли это лидерство в алгоритмически предсказуемую величину? Мечта о самоопределении и свободном выборе может оказаться под угрозой. Важно помнить о преданности идеалам, верности принципам, сочувствии к слабым и милосердии к тем, кому нужны возможности для роста. Искусственный интеллект способен продвинуть гуманитарные проекты, распределять продовольствие рациональнее, находить решения для чрезвычайных ситуаций и снижать страдания миллионов людей. Поскольку мы строим будущее своими руками, искусственный интеллект может стать средством альтруизма и благодарности к обществу. Но помним о словах Друккера. Величайшая опасность во времена турбулентности не в самих турбулентностях. Это действовать по вчерашней логике. Нужно принятие новых парадигм и отказ от устаревших моделей. Можем ли мы достичь гармонии в отношениях с искусственным интеллектом? Возможно, машина станет утешением в болезнях и тревогах, убежищем для идей, усиливая теплоту нашего интеллектуального сотрудничества. Но для этого надо сохранять принцип осознанности. Наш интеллект — то, что делает нас людьми, а ИИ — продолжение этого качества. Ян Рикон напоминает, что искусственный интеллект не чужд нам, он — продолжение нашей силы мысли и уверенности в рациональности. Если мы рассматриваем искусственный интеллект как часть общего путешествия к познанию, то мечта о квантовых интеллект-формах не кажется безумием. Мы вступаем в эпоху, где искусственный интеллект — это не просто технология, а откровение новой логики бытия, расширение прав человечества на участие в историческом процессе познания. Самоанализ нашего положения, нежность к миру, теплота к ближнему и благодарность за потенциал инноваций — все это создает почву для сочувствия и синергии между людьми и машинами. В 2021 году такие инициативы, как программа AI for Accessibility, способствовали развитию эмпатии и сотрудничества, разрабатывая инструменты искусственного интеллекта, предназначенные для помощи людям с инвалидностью, создавая синергии между людьми и машинами. Искусственный интеллект — не нейтральный инструмент, а сила трансформации, способная переработать наше представление о подлинности, человечности и доброте. Он сулит прогресс в медицине, образовании, космосе, экономике и культуре. Он обещает преодоление барьеров, исполнение амбициозных проектов и расширение прав каждого индивида в доступе к знаниям. Но мы должны внимательно относиться к моральным аспектам, проявлять смирение перед масштабом перемен. Если мы впитали уроки предыдущих глав об информации, времени и критическом мышлении, то готовы увидеть в искусственном интеллекте не угрозу, а возможность искупить ошибки прошлого, примириться с неизбежными кризисами и пробудить лучшие качества человечества. Осмысливая феномен искусственного интеллекта, мы приходим к пониманию, что принятие новой реальности — это путь к гармонии в отношениях с технологиями.
Пусть мечта о квантовом интеллекте, способном понимать эмоции и обладать эмпатией, покажется фантастикой, но даже она стимулирует любопытство и оптимизм. Мы можем направить искусственный интеллект к альтруизму, сделать его инструментом утешения для уязвимых и исцеления общества от страха будущего. Так рождается цивилизация, в которой принцип осознанного применения технологий, уважение к культурному наследию и честность в исследовательской работе создают почву для устойчивости и значимости каждого шага. Мы имеем шанс перейти от обывательского страха к научному любопытству, от хаоса к ценности понимания, от борьбы за выживание к глубокой человечности, где искусственный интеллект — это не господин и не слуга, а партнер в создании мира, достойного гордости и верности нашим идеалам. В конце концов, будущее принадлежит тем, кто готовится к нему уже сейчас, наполняя размышления о технологиях этикой, эмпатией и милосердием. Искусственный интеллект станет новым уровнем революции сознания, трансцендентностью мышления, где боль прошедших эпох сменится благодарностью и синергией возможностей. Это наше путешествие к светлым горизонтам, в которых надежда превратится в уверенную поступь к лучшей судьбе для всех. От опасений к гармонии прогресса. Первое. Этические комитеты и кодексы поведения. Важность. Создание независимых экспертных советов и разработка четких этических кодексов обеспечивают справедливость, равенство и уважение прав человека при использовании искусственного интеллекта. Пример. Создание комиссии из ученых, философов и юристов для разработки руководящих принципов использования ИИ в медицине. Второе. Проверка качества данных и алгоритмов. Важность. Проведение многоступенчатого аудита данных и алгоритмов предотвращает предвзятость и повышает прозрачность, честность и качество выводов искусственного интеллекта. Пример. Регулярное тестирование алгоритмов искусственного интеллекта на наличие предвзятости и корректировка данных для обеспечения беспристрастности результатов. Третье. Образовательные программы и междисциплинарный подход. Важность. Внедрение курсов медиаграмотности и критического мышления, а также сотрудничество между разными дисциплинами обогащает искусственный интеллект гуманитарным контекстом. Пример. Разработка совместных курсов для студентов математики и социологии по этике использования искусственного интеллекта. Четвертое. Инклюзивный дизайн и учет уязвимых групп. Важность. Разработка искусственного интеллекта с учетом потребностей различных групп населения обеспечивает доступность технологий и поддержку уязвимых слоев общества. Пример. Создание искусственного интеллекта для людей с ограниченными возможностями, которые помогают им в повседневной жизни. Пятое. Стратегическое планирование для рынка труда. Важность. Поощрение переподготовки и освоение новых профессий, связанных с искусственным интеллектом, помогает адаптироваться к изменяющимся требованиям рынка и снижает негативные последствия автоматизации. Пример. Государственные программы по обучению специалистов новым технологиям и предоставление стипендий для изучения искусственного интеллекта. Шестое. Применение ИИ в гуманитарных проектах и экологии. Важность. Использование искусственного интеллекта для оптимизации распределения ресурсов, предотвращения бедствий и защиты окружающей среды демонстрирует альтруистический потенциал технологий. Пример. Применение искусственного интеллекта для прогнозирования и предотвращения лесных пожаров через анализ больших данных о погоде и состоянии лесов.
Седьмое. Постоянный диалог о культурном и историческом наследии. Важность. Применение искусственного интеллекта для анализа и сохранения культурного наследия сопровождается открытыми дискуссиями для избежания искажений и поддержания честности в исследованиях. Пример. Использование искусственного интеллекта для оцифровки и анализа исторических документов с последующими общественными обсуждениями результатов. Восьмое. Международное сотрудничество и глобальные стандарты. Важность. Формирование международных площадок для обмена опытом и выработки общих правил использования искусственного интеллекта способствует устойчивости и гармонии на глобальном уровне. Пример. Организация международных конференций по этике искусственного интеллекта и разработка универсальных стандартов для его использования. Девятое. Учет эмоциональных и психологических аспектов. Важность. Внедрение искусственного интеллекта в сферы образования, здравоохранения и социальных услуг с учетом влияния на эмоциональное состояние пользователей поддерживает эмпатию и теплоту во взаимодействии с машинами. Пример. Разработка искусственного интеллекта для психологической поддержки, который реагирует на эмоциональное состояние пользователя. Десятое. Постоянный аудит, обновление и самоанализ. Важность. Регулярный аудит и обновление систем искусственного интеллекта, анализ обратной связи и гибкость подходов обеспечивают актуальность и эффективность технологий. Пример. Введение периодических проверок искусственного интеллекта и адаптация их функционала на основе отзывов пользователей. Глава 12. Мой путь. Кто я? Настоящее знание — это знать степень своего невежества. Конфуций. Буду честен, на написание книги мне почти 37 лет. Мой путь сложился достаточно интересно, и я решил, что если доведется написать автобиографию, то сделаю это после 60 лет. Но, зная, как стремительно бежит время, решил рассказать о самых значимых моментах сейчас, так как это поможет многим людям избежать тех ошибок, через которые мне пришлось пройти самому. Мой путь начался в Советском Союзе. Я родился в БССР, Белорусская Советская Социалистическая Республика. Мое детство — одно из самых прекрасных моментов моей жизни. Я жил в городе, но целое лето проводил в самой обычной деревне. Мои родители тоже деревенские жители. Отец родился в Сибири, мама в Беларуси. Мое детство было самым обычным, но, глядя на детство моего ребенка, я с сожалением смотрю на нынешние реалии и хотел бы хоть на один день оказаться в то время. В те годы городская жизнь не сильно отличалась от деревенской. Большинство жителей города были из деревни, и каждые выходные уезжали к своим родителям. Так же поступали и мои родители. Сельская жизнь трудна. Нужно просыпаться очень рано и ложиться поздно. Вести домашнее хозяйство с рогатым скотом — непростое дело, требующее усилия и знания. Поэтому я смотрел на своих родных и понимал, что питание для человека в те времена было серьезным испытанием. Сейчас можно купить все в избытке, тогда же ничего не было на полках магазинов. Все привозили из деревни. Тем не менее, жизнь без компьютеров проходила на улице в общении с друзьями. Сейчас я понимаю, что чем больше общения, тем лучше развивается мозг человека, и стараюсь как можно больше давать своему ребенку общаться со сверстниками и меньше пользоваться электроникой. Я всегда выделялся тем, что очень хорошо умел запоминать зрительно, но слуховая память давала сбои, даже сейчас.
Я могу не запомнить имя человека, но легко вспомнить ту или иную картину, даже самую сложную. Уже сейчас я понял, как сильно люблю живопись. Поэтому филолога из меня не вышло бы никогда. Я все время пропускал буквы в словах и писал с огромным количеством ошибок. Мне казалось, что я очень плохой ученик, и я сильно из-за этого переживал. Хотя уже сейчас, как оказалось, таким недугом обладало большое количество очень известных ученых. И это не отклонение, а так устроен мозг. Искусственный интеллект мне в этом очень сильно помогает сейчас. Но зато в математике я был великолепен. Математика, алгебра, геометрия давались мне очень легко. Я почти не делал домашние задания дома, а решал всю домашнюю работу между перерывами или во время самого урока. Поэтому мой путь лежал в физико-математический лицей. В 8 классе я попал в один из самых лучших коллективов страны, на мой взгляд. Я учился с одаренными детьми и тогда понял, что люблю общаться с талантливыми учениками. Я легко поддерживал разговоры на все темы, и мне казалось, что я в своей тарелке. В найме сотрудников я придерживаюсь той же логики, стараюсь выбирать умных и способных людей. С ними бывает очень сложно, но если результат отличный, то я готов мириться почти со всеми психотипами. В 9 классе появился урок информатики, но компьютер мне подарил мой крестный дядя еще в 10 лет. Уезжая в Канаду, у меня был свой компьютер, и я просто работал за ним 24 часа в сутки. Технологии — моя слабость, и эта слабость со мной по сей день. Уроки информатики я почти не посещал. Учитель ставил мне сразу хорошие оценки. Мне было просто нечего делать на этих уроках, и у меня появилась любовь к компьютерным играм. Я не был спортсменом, но мне нравилось соревноваться, и тогда киберспорт был модным словом, но я стоял у его истоков, он зарождался вместе со мной. Я уже давно не играю ни в какие игры, но тогда мог сидеть часами, как Илон Маск. Наверное, так я познавал мир в соревнованиях и достижениях. Это был мой мир, и я очень скучаю по тем временам. У меня были сотни друзей, и мне казалось, что я достиг технологического пика, и больше ничего не нужно. В свои 17 лет я закончил лицей, но оценки у меня были ужасные. Компьютерные игры сказались на моих успехах в учебе. Но я страстно любил компьютер и знал о нем все. Разбирал его по винтикам как минимум раз в день. Не было предела совершенству. Моя первая книга была не по программированию, а пособие хакера. Там рассказывалось об уязвимостях в банковской системе и различных программах. Но я ничего в этом не понимал, хотя все же читал это с большим интересом. Мои одноклассники были очень гениальными ребятами, и я многому у них учился, а они в свое время интересовались у меня вопросами по информатике. Равных в информатике мне не было тогда. Я был первым в школе по этому вопросу вплоть до окончания лицея. В свои 18 лет я уехал в Канаду. Так сложилось, что мама решила уехать, когда мне было 15, и я заботился о брате и отце 3 года, пока ожидали документов на эмиграцию. Это дало мне очень много самостоятельности, и я был счастлив, что такой железный опыт был у меня. Каждый день я готовил еду, ходил на рынок, делал уроки, подглядывал за братом, который был младше меня, и успевал проводить время за компьютером. В тот момент только появились первые системы Windows 95. Мне казалось, что нет лучшей системы. Я легко овладел программой Office 97 и уже программировал на Паскале. Приезд в Канаду, в город Торонто, изменил мою жизнь. В то время, 2006 год, это был очень современный город, второй Нью-Йорк. Высотки, все намного технологичнее.
Скоростной интернет, ведь в мои 17 лет мне приходилось выключать картинки, чтобы сохранить трафик на модемном интернете. А в Торонто интернет был в каждом доме, и качество связи было такое, что можно сравнить с использованием ИИ сейчас. Иммиграция — это тяжелый процесс. Конечно, в школе, в которую я ходил, заметили мои феноменальные способности в математике. Я учил высшую математику, а многие преподаватели, закончившие университет, приходили в ужас, когда видели, как я решаю квадратные уравнения. Они смотрели на все эти действия и не могли поверить, что Советский Союз намного лучше подготавливает своих детей. Это вызывало у меня только гордость за мою страну, Россию. Хотя я родился в Беларуси, БССР, по отцу я русский, и национальность у меня прописана как русский, кем я себя и считаю. Будучи не филологом, мне очень сложно давался английский язык. Спустя только 3 года я его одолел с очень большими усилиями. Если бы у меня тогда был искусственный интеллект, скорее всего, я бы смог закончить канадский университет в течение 2 лет без особого знания английского языка. Я всегда выделялся напористостью и лидерскими качествами. Люди идут за мной и прислушиваются. В то время я уже владел компьютером на очень высоком уровне и желал, чтобы моя жизнь прошла не с ним. О, как же я ошибался тогда. Поступил в бизнес-школу, где не требовались феноменальные знания английского языка. Я чувствовал себя уже намного увереннее, и все предметы, кроме английского, давались мне очень легко. По многим предметам у меня был высший балл. Где требовался английский, к сожалению, я отставал. Но это не остановило меня, и я закончил колледж достаточно быстро. Время в колледже было идеальным. Будучи подростком, мне нужны были деньги, чтобы сходить в кафе и на покупку книг. Мне приходилось работать в охране по вечерам и ночам. Иногда я работал в 2 смены. Плюс к работе охранником в Канаде ты можешь учиться, а тебе за это платят деньги. Я спокойно занимался учебой, а хорошие деньги для студента меня мотивировали. Прекрасное было время. Вскоре после окончания колледжа я начал работать по своей профессии, перекладывать бумаги и работать на компьютере. Да, на компьютере. То, от чего я бежал, настигло меня. Зарплата менеджера в финансах невелика, и я решил вернуться в программирование и математику, где зарплаты были в 5 раз выше. Это, видимо, была моя судьба, ведь работу я нашел в считанные дни. Очень сильно благодарен моим первым работодателям. Тепло вспоминаю их терпеливость и приятный коллектив. В то время я уже женился. Так получилось, что я выбрал семью вместо стартапа и был счастлив какое-то время в браке. Спустя год мне предложили другую работу и зарплату в 2 раза больше предыдущей. В целом мне везло с работодателями, и я благодарен всем. У меня сложный характер, я лидер. Мне нужно двигаться вперед, развиваться. Работа в офисе, просиживание штанов — не для меня. Да, я сидел за компьютером, но у меня были инновационные проекты, где я сам себе капитан. Ведь я работаю за 5, и сейчас с помощью искусственного интеллекта могу заменить и 1000 человек. Сложно представить, может, через 5 лет это число дойдет до миллиона. В 2016 году у меня родился сын, и я полностью утратил интерес к стартапам. Открыл компанию по разработке программного обеспечения, набрал сотрудников, проектов и начал много работать. И так длилось несколько лет, пока не пришлось закрыть бизнес. Торонто далеко не самое лучшее место для развития IT-бизнеса. Сразу же после рождения ребенка мой брак дал трещину. Нам пришлось расстаться. Развод дался очень тяжело, и я выпал из стартап-проектов, пропустив криптобум, погрузившись в депрессию. Стал я банкротом? Нет.
Спустя несколько лет понял, что лучше вовремя покинуть отношения и обрести счастье где-то еще, чем мучить и терзать себя мертвыми отношениями. Самый большой страх вызвал у меня COVID-19. Не знаю, болел ли я или нет, но симптомы были. В Канаде в конце апреля 2019 объявили полное закрытие предприятий, и ни о каком стартапе не пришлось мечтать. Мир погрузился во тьму без явного будущего. Я только переживал из-за своего сына, в надежде, что ему все же удастся как-то выжить, потому что в 2020-м начали умирать дети. Но, к моему великому счастью, в 2021 уже все закончилось, и можно было летать самолетом. Я собрался и покинул Канаду, полностью разочаровавшись в социально-либеральном правительстве. Канада и по сей день находится в глубоком кризисе и, на мой взгляд, не выберется из него без кардинальных изменений. А я отправился в Майами, город, в котором мечтал жить еще давно, но осуществил свою мечту только в марте 2021 года. Я занялся поисками работы и вернулся к стартапам. Теперь я решил не идти в одиночку, а найти партнеров. После долгих месяцев поиска, когда казалось уже все, я встретил своих партнеров, с которыми работаю и сейчас. Эти знакомства изменили мою жизнь. Пока рано говорить, что ждет меня в будущем. Все еще впереди. В том же 2021 году мне нужно было переехать в Лос-Анджелес и прожить там 2 месяца в самом центре Беверли-Хиллз. Разочаровавшись в этом городе, я уехал в Москву, к себе на родину. Моя история будет ждать продолжения в следующей книге. Но могу сделать один важный вывод. Путешествия, разные события, трудности формируют нашу личность. Только тернистый путь научит вас чему-то. Легкий заставляет деградировать. Поэтому все великие люди, имена которых мы знаем уже 1000 лет, заслуживают уважения. Мой путь не так сложен, но он интересен, и все лучшие события еще впереди. Настоящий лидер должен пройти через огонь и воду, и это я благополучно сделал. Дальше ждет пламя и шторм, но я готов и к этим испытаниям. Недавно я обнаружил строки, отражающие истинную сущность моего бытия. В этом мне помог искусственный интеллект. Вместе с его соавторством и долгими ночами, проведенными за проработкой каждой строки, я хочу поделиться ими с вами. Стих называется «Я». Я. В безмолвии Вселенной необъятной мы все частицы общего сознания. В нас отражен Вселенной вечный лик. И суть всего в гармонии познания. Мой смысл жизни в поиске и вере, стремлении духа к истине без меры. Я открываю смысл мироздания и ощущаю пульс иного бытия. Не властно надо мной ни тьма, ни случай, ни хаос вероятностей и смут. Я сам творец судьбы своей грядущей. Я сам себе и компас, и маршрут. Пусть горизонты скрыты в неизвестном, и путь тернист, и мрак вокруг царит. Ответ сокрыт в глубинах Вселенной, в пути, что в бесконечности лежит. Хохлов Михаил Викторович. Глава 13. В эпоху перемен. Путь лидера. Лидерство — это умение превратить видение в реальность. Уоррен Беннис. Лидерство в современном мире — ключевой фактор успешности проектов, организаций и сообществ. Хотя лидеры могут различаться своим стилем, знаниями и личностными особенностями, их суть определяется способностью даже в условиях острой неопределенности найти благоприятный выход для себя и своей команды.
Многие не рождаются с иными лидерскими чертами, но постепенно понимают, что для достижения значимых целей и создания прочного наследия необходимо проявлять инициативу. Эта инициативность неотделима от прогресса и тесно связана с такими ценностями, как осознанность, целеустремленность, аутентичность, а также готовность к постоянному обучению. Часто инициативных людей путают с инноваторами. Инициативные личности берут на себя сложные задачи, несут ответственность за решение и их последствия. Инноваторы же сосредоточены на поиске оригинальных подходов и уникальных решений. Однако инновация сама по себе не гарантирует успех. Для ее воплощения нужен лидер, способный вдохновить команду, привлечь ресурсы и довести идею до результата. Питер Друкер отмечал, инновация отличает лидера от последователя. Без навыков, основанных на глубоком понимании людей, сострадании, гибкости, эмоциональном самоконтроле и умении справляться со стрессами, начинать сложный бизнес, например, стартап, бессмысленно. В 2024 году в Московском финансовом университете был проведен эксперимент, призванный продемонстрировать модель образования будущего. Проект «Слайды» предполагал размещение студентами презентаций с последующей взаимной оценкой. Искусственный интеллект анализировал качество информации, достоверность источников, указывал временной фактор актуальности. Ранее такой анализ занял бы годы, но благодаря искусственному интеллекту мы смогли выявить потенциальных лидеров и гениев за считанные дни. Как отмечает Harvard Business Review, скорость и точность оценки информации — решающие факторы формирования лидера, способного адаптироваться к меняющимся условиям. Информация — величайший ресурс человека, и когда искусственный интеллект оценивает ее качество и актуальность, мы можем понимать ценность знаний в режиме реального времени. Студенты, чьи оценки были точны, проявляли глубину мышления, мудрость и способность к интерпретации. Так, одна фраза Конфуция может требовать 5 минут для вдумчивого осмысления, тогда как поверхностный длинный текст — секунды. Этот процесс помогает выявить не только интеллектуалов, но и тех, кто умеет использовать критическое мышление, выдержку и вдумчивость, качества, присущие зрелому лидеру. Возможность в реальном времени корректировать информацию, взаимодействовать со студентами и преподавателями, использовать искусственный интеллект как интеллектуального модератора, указывающего на неточности — все это делает образование более гибким и адаптивным. Мы видим формирование новых лидеров, обладающих осознанностью и способностью к адаптации. В 2025 году неумелое использование искусственного интеллекта может породить обилие бессмысленного контента. Но при грамотном подходе университеты будут конкурировать не статусом, а своими методами обучения, глубиной анализа данных и качеством моделей искусственного интеллекта. Такой подход стимулирует постоянное процветание науки и образования. Однако возникает важный вопрос. Какие же качества современного лидера действительно определяют его успех? Анализ искусственного интеллекта, изучавшего свыше 100 книг по лидерству, выявил множество критериев. Источники порой противоречат друг другу. Одни выделяют стратегическое мышление, другие — умение вдохновлять команду, третьи — честность и этику. В контексте сценариев, исторических текстов и исследований, где точность имеет решающее значение, искусственный интеллект становится незаменимым инструментом, фильтрующим противоречия и помогая выстроить целостное представление о лидерстве. На основе данных аналитики были выведены следующие важнейшие качества лидера. Рейтинг 999. Влияние. Влияние лежит в основе лидерства. Оно выходит за пределы формальной власти, опираясь на авторитет,
уважение и способность добровольно менять взгляды и поведение окружающих. Лидеры, развивающие влияние, формируют культуру организации, вдохновляют на инновации и направляют своих последователей к общим целям, не прибегая к принуждению. Влияние — это тонкое гравитационное поле величия лидера. Рейтинг 998. Доверие. Доверие — фундамент каждого успешного лидерства. Без него даже самая продуманная стратегия не обретет реальной силы. Доверие создает атмосферу психологической безопасности, открытости в диалоге и готовности идти на обоснованный риск. Оно побуждает последователей вкладывать все свои силы в работу, обеспечивая устойчивость и гибкость в условиях перемен. Рейтинг 997. Честность и этика. Честность и этичность служат моральным компасом для лидера. Этические лидеры обеспечивают долгосрочную легитимность и укрепляют здоровье организации. Постоянно соблюдая принципы, они привлекают порядочных партнеров и сохраняют авторитет даже в условиях неопределенности и стабильности. Рейтинг 996. Эффективная коммуникация. Эффективная коммуникация дает ясность в целях, направлениях и ожиданиях. Она объединяет членов команды, снижает недоразумения и обеспечивает постоянную обратную связь. Лидеры, владеющие искусством коммуникации, создают синергию, позволяя каждому понять, как его вклад поддерживает стратегические задачи. Рейтинг 995. Прозрачность и честность в коммуникации. Прозрачность укрепляет доверие. Открыто делясь информацией, аргументацией и проблемами, лидер снижает страхи и недоверие. Прозрачная коммуникация дает сотрудникам понимание общей картины, укрепляет единство и обеспечивает способность команды эффективно реагировать на изменения. Рейтинг 956. Сплочение команды. Сплоченность команды превращает разрозненных людей в единый, высокоэффективный коллектив. Сплочение повышает лояльность, взаимную поддержку и общую устойчивость. При высокой сплоченности команда легче объединяется вокруг общих целей, используя разнообразные сильные стороны для достижения выдающихся результатов. Рейтинг 953. Стратегическое мышление. Стратегическое мышление предвосхищает будущие тенденции, согласует краткосрочные действия с долгосрочными целями и обеспечивает оптимальное использование ресурсов. Лидеры, мыслящие стратегически, сохраняют гибкость, выявляют новые возможности и ведут команды к успеху благодаря дальновидности. Рейтинг 949. Создание общего видения. Создание общего видения задает четкий и вдохновляющий образ будущего, который направляет усилия. Формируя убедительное направление, лидер вызывает общий интерес и преданность делу. Общее видение гарантирует, что каждый понимает свой вклад в достижение значимой цели. Рейтинг 946. Умение мотивировать через личный пример. Умение мотивировать личным примером подтверждает подлинность лидера. Когда поступки соответствуют декларируемым ценностям, лидер заслуживает уважения и лояльность. Воплощая собственные принципы, лидер становится катализатором культурных изменений и вдохновляет других действовать также искренне и преданно. Рейтинг 943. Ответственность за результаты команды. Ответственность за результаты команды превращает лидерство из команды в партнерство. Принимая ответственность за итоги, лидер подтверждает свою приверженность успеху коллектива.
Это способствует культуре, где ошибки становятся уроками, повышая устойчивость и непрерывное совершенствование. Рейтинг 940. Формирование стратегического видения. Формирование стратегического видения — это не просто задание курса, но и его постоянная доработка. Лидеры собирают обратную связь, отслеживают изменения и корректируют планы по мере развития ситуации, гарантируя, что видение остается актуальным, вдохновляющим и достижимым. Рейтинг 938. Способность принимать сложные решения. Способность принимать сложные решения важна при отсутствии четких данных или гарантированных итогов. Лидеры, умеющие анализировать неопределенность, учитывать этические аспекты и принимать смелые, но обоснованные решения, укрепляют организацию и ее авторитет в нестабильных условиях. Рейтинг 936. Готовность к жертвам. Готовность к жертвам ради общего блага демонстрирует преданность и нравственный авторитет. Ставя коллективные интересы превыше личных, лидеры укрепляют доверие и вдохновляют последователей на подобную преданность и альтруизм. Рейтинг 933. Атмосфера доверия и уважения. Атмосфера доверия и уважения способствует открытию коммуникации, инновациям и готовности к разумному риску без страха наказания. Лидеры, создающие такие условия, раскрывают творческий потенциал, поощряют разнообразие идей и поддерживают заинтересованность в долгосрочной перспективе. Рейтинг 931. Способность выслушивать сотрудников. Способность активно слушать заключается не только в восприятии слов, но и в понимании скрытых чувств и потребностей. Лидеры, умеющие слушать, подтверждают значимость сотрудников, выявляют неочевидные идеи и эффективно реагируют. Это повышает качество решений, эмпатию и гибкость организации. Рейтинг 928. Ответственность за развитие последователей. Ответственность за развитие последователей выходит за рамки краткосрочных целей. Наставничество, развитие навыков и укрепление потенциала команды обеспечивают долгосрочную устойчивость и формируют резерв будущих лидеров, повышая адаптивность и рост организации. Рейтинг 926. Способность мотивировать и вдохновлять через действие. Способность мотивировать и вдохновлять поступками важнее слов. Лидеры проявляют стойкость, смелость и оптимизм в сложных ситуациях, заряжают команду схожими качествами. Демонстрируя упорство, они помогают другим преодолевать преграды и стремиться к совершенству. Рейтинг 923. Управление временем и приоритетами. Лидеры, эффективно управляющие временем и приоритетами, гарантируют соответствие ресурсов стратегическим задачам. Четкая расстановка приоритетов снижает стресс, предотвращает эмоциональное выгорание и позволяет сосредоточиться на самом важном, поддерживая динамику и конкурентные преимущества. Рейтинг 921. Поддержка культуры открытого общения. Поддержка культуры открытого общения поощряет любознательность, обратную связь и конструктивные разногласия. Лидеры, способствующие открытости, разрушают барьеры, предотвращают недопонимание и ускоряют обучение, позволяя организации эффективнее реагировать на новые вызовы. Рейтинг 919. Контроль над эмоциями. Контроль над эмоциями обеспечивает уравновешенное присутствие лидера под давлением. Лидеры, сохраняющие спокойствие в кризисных ситуациях, демонстрируют рациональность и снижают тревожность коллектива.
Эмоциональная саморегуляция укрепляет доверие и уверенность даже в нестабильных условиях. Рейтинг 917. Интуиция. Интуиция дополняет логику, улавливая закономерности, неявно присутствующие в данных. Лидеры, разумно доверяющие интуиции, могут раньше распознать новые возможности или угрозы. В сочетании с анализом интуиция уточняет стратегический курс. Рейтинг 914. Планирование действий на долгосрочную перспективу. Долгосрочное стратегическое планирование связывает текущие действия с глобальными целями. Лидеры, мыслящие наперед, смягчают воздействие неопределенности, уменьшают число спонтанных решений и создают прочную основу для устойчивого роста организации. Рейтинг 912. Умение делегировать. Умение делегировать дает людям возможность брать на себя ответственность, осваивать новые навыки и вносить более существенный вклад. Лидеры грамотно распределяют полномочия, повышают общие возможности, укрепляют доверие и избегают узких мест, повышая гибкость и масштабируемость организации. Рейтинг 910. Мотивация через общее видение. Мотивация через общее видение превращает рутинные задачи в осознанный вклад. Лидеры, связывающие повседневную работу со значимой концепцией, побуждают внутреннюю мотивацию, снижают апатию и формируют самоподдерживающийся цикл вовлеченности и креативности. Рейтинг 908. Формирование общих ценностей в команде. Формирование общих ценностей создает моральный и культурный каркас для решений и поведения. Лидеры, определяющие и поддерживающие эти ценности, способствуют сплоченности, последовательности и этической атмосфере, гарантируя слаженность и добропорядочность команды. Рейтинг 906. Прогнозирование и анализ изменений. Прогнозирование и анализ изменений, основанные на постоянном наблюдении за средой и стратегических оценках, помогают лидерам предвосхитить перемены до того, как они станут кризисом. Такой проактивный подход предотвращает старение, повышает адаптивность и позволяет организации использовать новые тренды. Рейтинг 904. Использование разнообразия мнений. Использование разнообразия мнений обогащает решение проблем и стимулирует инновационное мышление. Лидеры, открытые к разным точкам зрения, противодействуют групповому единообразию, вдохновляют на креативность и повышают качество решений, укрепляя способность команды к адаптации в сложных условиях. Рейтинг 901. Поддержка сотрудников. Поддержка сотрудников включает предоставление ресурсов, наставничество и признание. Лидеры, оказывающие поддержку своей команде, создают развивающую среду, в которой люди ощущают свою ценность, мотивированные и способные превосходить ожидания, постоянно совершенствуясь. Рейтинг 899. Эффективное распределение задач. Эффективное распределение задач, согласно сильным сторонам и интересам сотрудников, повышает эффективность, снижает раздражение и обеспечивает высокое качество результата. Лидеры, продуманно распределяющие обязанности, максимизируют потенциал организации и укрепляют удовлетворенность работой. Рейтинг 897. Самопознание. Самопознание помогает лидеру осознать свои предубеждения, контролировать слабые стороны и эффективно использовать сильные. Такая рефлексия повышает подлинность, эмоциональный интеллект и качество решений, укрепляя авторитет лидера. Рейтинг 895. Адаптация к изменениям.
Адаптация к изменениям гарантирует постоянную актуальность в динамической среде. Лидеры, умеющие перестраиваться без ущерба для ценностей, демонстрируют устойчивость, поощряют гибкое мышление и задают образ мышления на рост, что позволяет организации процветать в меняющихся условиях. Рейтинг 893. Поддержание высокой морали команды. Поддержание высокой морали команды дает ей энергию для удобства, преодоления трудностей и сохранения динамики в неблагоприятных условиях. Лидеры укрепляют боевой дух посредством признания, справедливости и эмпатии, помогают команде оставаться мотивированной и устойчивой в долгосрочной перспективе. Рейтинг 891. Управление эмоциями в стрессовых ситуациях. Управление эмоциями в стрессовых ситуациях помогает удержать курс в бурю. Лидеры, сохраняющие спокойствие под давлением, предотвращают панику, обеспечивают логичность решений и поддерживают позитивные отношения. Такая уравновешенность сохраняет уверенность и сплоченность команды при столкновении с кризисом. Рейтинг 888. Постоянное саморазвитие. Постоянное саморазвитие позволяет лидерам оставаться актуальными и эффективными. Личностный рост расширяет спектр навыков, развивает адаптивность и побуждает команду к аналогичному развитию, создавая среду, богатую знаниями и прогрессом. Рейтинг 885. Коллективное достижение успеха. Значительные достижения вырастают из совместных усилий. Лидеры, подчеркивающие успехи команды, укрепляют сплоченность, подтверждают общие цели и показывают, что результат — это плод сотрудничества, тем самым укрепляя доверие и преданность. Рейтинг 882. Поощрение сотрудничества. Поощрение сотрудничества раскрывает коллективный интеллект. Лидеры, стимулирующие совместный поиск решений, устраняют барьеры, эффективно используют взаимодополняющие таланты и ускоряют инновации, обеспечивая более надежные решения и устойчивые преимущества. Рейтинг 880. Разрешение конфликтов. Разрешение конфликтов необходимо, чтобы разногласия не подрывали доверие и эффективность. Лидеры, умеющие решать конфликты, превращают трение в продуктивный диалог. Проактивно и справедливо урегулируем споры, они восстанавливают гармонию, укрепляют отношения и сохраняют поступательные движения вперед. Рейтинг 877. Гибкость в изменяющихся условиях. Гибкость в изменяющихся условиях позволяет оперативно реагировать на новые вызовы. Лидеры, быстро меняющие стратегии, перестраивающие команды или внедряющие новые методы, сохраняют актуальность и поддерживают прогресс, несмотря на колебания рынка или внутренние перестановки. Рейтинг 875. Назначение ролей в команде. Назначение ролей в команде обеспечивает эффективность, снижает дублирование функций и упрощает систему отчетности. Лидеры распределяют роли в соответствии с компетенциями и интересами, направляют таланты максимально продуктивно, раскрывая общий потенциал команды. Рейтинг 873. Развитие сотрудников через обучение. Развитие сотрудников через обучение способствует адаптивности и повышает общую эффективность. Лидеры, инвестирующие в тренинги и совершенствование навыков, формируют прогрессивную культуру, обеспечивая организации уверенный и компетентный путь через сложные условия. Рейтинг 870. Ответственность за личное и профессиональное развитие. Ответственность за личное и профессиональное развитие превращает людей в проактивных и самомотивированных участников процесса.
Лидеры поощряют такую ответственность, создают культуру, в которой каждый стремится к совершенству, повышая общий уровень эффективности команды. Рейтинг 868. Учет мнений всех членов команды. Учет мнений всех членов команды гарантирует, что ни одно ценное соображение не будет упущено. Лидеры, спрашивающие и уважающие каждое мнение, обогащают базу для принятия решений, повышают чувство справедливости и укрепляют ощущение причастности и коллективной ответственности. Рейтинг 865. Использование интуиции в стратегическом планировании. Использование интуиции в стратегическом планировании дополняет аналитические подходы, выявляя тонкие аспекты ситуации. Такой сбалансированный подход уточняет стратегический выбор и помогает лидерам ориентироваться в условиях неопределенности, используя скрытые возможности, которые может и не заметить одна лишь логика. Рейтинг 862. Развитие профессиональных навыков. Развитие профессиональных навыков расширяет способность команды справляться с новыми вызовами. Лидеры, поощряющие постоянный профессиональный рост, обеспечивают гибкость организации, ее готовность и оснащенность для решения будущих задач. Рейтинг 860. Коллективное принятие решений. Коллективное принятие решений формирует общее чувство причастности и вовлеченности. Привлекая разнообразные взгляды, лидер получает более надежные решения, повышает заинтересованность и создает культуру участия, которая быстро адаптируется к переменам. Рейтинг 858. Настрой на позитивные изменения. Настрой на позитивные изменения рассматривает перемены как возможность, а не угрозы, тем самым снижая сопротивление. Лидеры, позитивно трактующие перемены, стимулируют исследование нового, уменьшают страх и вдохновляют команду постоянно развиваться и совершенствоваться. Рейтинг 856. Снижение сопротивления изменениям. Снижение сопротивления изменениям достигается путем устранения страхов, представления четкого обоснования и привлечения команды к процессу перемен. Такой подход обеспечивает более плавное преобразование, сохраняя доверие и динамику при внедрении новых инициатив. Рейтинг 853. Поощрение дружеских отношений. Поощрение дружеских отношений на работе улучшает коммуникацию, снижает стресс и укрепляет межличностное доверие. Лидеры, поддерживающие товарищескую атмосферу, создают условия, в которых команды охотно сотрудничают, повышая продуктивность и боевой дух. Рейтинг 851. Развитие новых навыков. Развитие новых навыков гарантирует актуальность в постоянно меняющемся мире. Лидеры, поддерживающие непрерывное обучение, стимулируют личностный рост, помогают сотрудникам оставаться конкурентоспособными и сохраняют способность команды к инновациям. Данные исследования показывают, что лидерство — это синтез врожденных качеств и новых навыков, развиваемых с опытом. Безусловно, чтение книг остается важнейшим способом получения знаний. Однако необходимо понимать, какие именно из них заслуживают повышенного внимания, а какие преследуют скорее псевдомаркетинговые цели. Я полагаю, что сам процесс чтения в будущем существенно изменится. Мы сможем не только создавать концентрированные образы содержания книг, но и оценивать их качество. Разумеется, мы не можем полагаться на такой инструмент со стопроцентной уверенностью, но далеко не все издания возможно проанализировать подобным образом.
Тем не менее, наш опыт работы со сценариями к фильмам свидетельствует о том, что современные авторы нередко допускают значительное число ошибок в диалогах, временных параметрах, исторических фактах и многих других аспектах. Аналогичная ситуация наблюдается и с книгами. С помощью искусственного интеллекта мы можем верифицировать исторические данные, проверять факты, а также культурные интерпретации, которые порой радикально различаются в зависимости от национального или социального контекста. В тех случаях, когда необходима безупречная точность, искусственный интеллект становится незаменимым инструментом, дополняющим человеческий разум. В заключение стоит подчеркнуть, что лидерство — понятие многосоставное, включающее в себя многочисленные критерии и категории. Лидеры в корпоративной среде нуждаются в одном наборе качеств, тогда как лидерам, действующим в условиях военного конфликта, требуются иные навыки и компетенции. В зависимости от конкретного контекста лидеру могут быть необходимы различные подходы. Наиболее яркие и универсальные представители этого феномена зачастую обладают врожденным талантом, однако даже им приходится постоянно развивать дополнительные навыки, чтобы выдержать жесткую конкуренцию. Согласно моему взгляду, для успешной реализации значимой идеи жизненно важны качественные лидерские умения, независимо от того, работаете ли вы в одиночку или в команде. Чем более развито ваше лидерство, тем больше высоты может достичь ваш проект. Инвесторы нередко ориентируются именно на лидерские способности. Среди двух людей с одинаковой идеей они, скорее всего, предпочтут того, кто продемонстрирует настоящую лидерскую харизму и организаторский потенциал, нежели того, кто выглядит пассивным или нерешительным. Лидерство — это не титул, не должность, а поступок. Джон Максвелл. Глава 14. Звездный час. Алхимия успеха. В глубине любой истории о достижениях часто звучит одна и та же мысль — оказаться в нужное время в нужном месте. На первый взгляд, это звучит почти как избитая фраза, но если задуматься, за таким простым уравнением скрывается удивительно сложный мир. Представьте просторную библиотеку, где пыльные крышки книг хранят мудрость веков, а скрип половиц под ногами напоминает о том, как хрупка нить истории. Здесь, среди шепота страниц и приглушенного света, мы понимаем, что время — это не просто часы и минуты, а эпоха со своими правилами. А место — не только точка на карте, но еще и социальный, культурный контекст, в котором нам предстоит действовать. Каждый успех — это редкая алхимия обстоятельств и наших внутренних качеств. Порой нам нужно встретить правильного человека, чья улыбка или пара сказанных вовремя слов запустит в сознание искру гениальной идеи. Бывает, нужно побывать на выставке или конференции, где мелькнет решение проблемы, ранее казавшейся неразрешимой. А иногда мы попадаем в трудную, почти безвыходную ситуацию, и она заставляет нас вырасти, найти в себе мужество и смекалку, о которых мы не подозревали. Я не стал банкротом, хотя десятки раз был близок к этому. Был момент, когда холодный ветер финансовых провалов почти хлестал по лицу, когда в воздухе висело напряжение, а сердце билось так часто, словно предупреждая о надвигающемся крахе. Но, по счастливой случайности или закономерности, я оказывался там и тогда, где мог спастись. Это было не чудо, а сочетание осторожности, везения и умения реагировать. Многие люди были менее удачливы. Кто-то потерял все, а кто-то и жизнь. В их опыте спрятан урок. Ценный, тяжелый, полный горечи. Мы живем в эпоху беспрецедентной сложности. Информация льется потоком.
часто грязным и мутным, и нам приходится отделять правду от лжи, действуя на ощупь, как в туманном лесу. Искусственный интеллект уже помогает нам, анализируя данные, предлагая решения, но будет ли так всегда? Технологии меняются, и мы не можем быть уверены, что завтра они не станут ловушкой, а не поддержкой. Ложные советы, дезинформация, маркетинговые трюки и манипуляции — все это камни под ногами на пути к успеху. Нужно учиться мыслить критически, проверять факты, пропускать информацию сквозь фильтр собственного разума и морали. Я не Илон Маск. Мне 37 лет, я не миллиардер и даже не миллионер. Я обычный человек с семьей и идеями, идущий вперед по дороге, которая не всегда равна и понятна. Я не могу ограничить вас в действиях или подстраховать от всех ошибок. Без риска невозможно достичь высот. Без попыток и неудач не стать мастером своего дела. Однако фатальные ошибки способны навсегда выбить почву из-под ног, разрушить жизнь и принести страдания вам и вашим близким, которые этого не заслуживают. Осознавая это, мы должны действовать осторожно, стараясь минимизировать удары судьбы, но не парализуя себя страхом. Наше время непредсказуемо, место изменчиво, а мы — лишь путешественники, пытающиеся найти свой путь через лабиринт обстоятельств. Пройдет еще много лет, прежде чем я дам почитать эту книгу своему сыну, а затем внукам. Мне хочется надеяться, что ветер фатальных неудач обойдет их стороной, что они будут лучше подготовлены к реалиям, чем мы сейчас. Мир усложняется, и от родителей, дедов и наставников требуется все больше мудрости и душевных сил. Нужно учить следующую генерацию распознавать знаки, понимать контекст, не терять человечность в потоке перемен. Мы не защищены от искусных подделок информации, от кривых зеркал пропаганды. Наш ум — единственный фильтр, наше сердце — единственный компас. Не бойтесь меняться, учиться, развиваться. Я благодарен тем, кто поддержал меня при написании этой книги, кто шел со мной по этому непростому пути. Их вклад бесценен. Эти люди, их голоса, их советы — как теплый свет лампы на письменном столе, которая помогает видеть четче и понимать глубже. Иногда я думаю, будь у меня тогда эти знания, которые есть сейчас, возможно, жизнь сложилась бы успешнее. Но, возможно, все было не зря. Может, я прошел свой путь, чтобы именно сейчас записать эти страницы, чтобы дать вам в руки опыт, который когда-то спас меня от краха и помог продвигаться вперед. Все, что мы прожили, — это части сложной мозаики судьбы. И теперь, когда мы стоим на этом рубеже, я говорю вам, не прощаюсь. Лишь говорю «до новых встреч». Я надеюсь, что, пройдя свою дальнейшую дорогу, смогу подарить еще больше глубины и понимания. За вами ваш путь, ваши решения, ваши ошибки и победы. Пусть все, что вы услышали, станет для вас не грузом, а ориентирами, намеками, поддержкой в трудную минуту. В мире, где искусственный интеллект уже справляется со многими задачами, остается вопрос, найдем ли мы ту самую сторону. Время плюс место — это ключевые факторы успеха. Но без вашего внутреннего компаса, без честности и сострадания, без готовности рискнуть и учиться на промахах, формула пустеет. Пусть ваша жизнь станет синергией возможностей, радостью открытий, благодарностью за опыт. Пусть в ней будет место для мечты, для упорства, для человечности. И пусть ваш внутренний голос, ваш разум и ваше сердце помогут вам отличить истину от вымысла, открыть новые горизонты и создать собственную формулу успеха. Пусть эти слова
станут для вас целью стремиться к глубине познания. Стремитесь вперед, не оглядывайтесь, будьте мудрыми в своих решениях. До новых встреч!